Sorry, colleagues. Yeah, Max, how are you doing? Всем добрый день, меня зовут Макс Яковер, я генеральный директор PYHMC, с теми, с кем я не знаком сегодня на звонке. Значит, у нас мы в следующие два часа мы представим отчет о результатах за 2020 год. После этого представим творческую концепцию, первый этап в 2021 году и в следующие года, и также планы на следующий год. По адженде, то есть приблизительно 20 минут у нас будет презентация об отчете года и приблизительно 1:40 творческая концепция и планы следующего года. Если по адженде нету вопросов, то мы могли бы начинать. Окей. У нас сегодня ужасная погода, несколько раз пропадал интернет. Если что-то случится, я сразу заранее извиняюсь. А 2020 год был очень интересным. Это был год перехода на следующий этап развития фонда. Это был год пандемии, год запуска проектов, год, в котором мы думали про содержание, год, в котором про нас много писали. Основными фокусами 2020 года было сформулировать творческую концепцию будущего мемориала. Была задача, исходя из нового этапа, обновить команду, запустить первые проекты и, в общем, начать действовать так, как будто музей уже работает. Также в апреле-мае этого года мы были под информационной атакой, и это также повлияло на ряд стратегических решений и стало нашим фокусом. Всего в 2020 году мы планировали реализовать 32 проекта, хотя несколько проектов были сдвинуты на 2021 год. Мы вместо них сделали ряд других, в итоге у нас было реализовано 13 контентных, 17 научных и образовательных, 5 проектов на территории, всего около 35 проектов. Перед тем, как я расскажу о контентных проектах, я хочу отметить, что мы начали заниматься ими еще до того, как была сформулирована творческая концепция, и первые успехи, по сути, легли в ее основу. Практически все контентные проекты у нас возникли в этом году. Большинство из них, они были новыми как для украинского культурного рынка, и они требовали немного другого опыта, и готовых решений, в общем, не существовало. Также важно, что был ряд внешних факторов, которые осложняли запуск, это и COVID, и споры вокруг того, что можно делать на нашей территории, нельзя ввиду еврейского кладбища. В принципе, ранние фазы мемориала, репутационной атаки на художественного руководителя. Но нашей главной задачей была начать работу с аудиторией уже с первого дня. И поскольку разные проекты требуют коммуникации с разными аудиториями, мы выбрали разные форматы, и видео, и аудио, и прогулки. В 2020 году, наверное, первым, с чего там хочется начать, это создание творческой концепции. Она была создана междисциплинарной командой из 20 международных экспертов. Не сегодня все на звонке, и сегодня ее презентуют. В рамках разработанной творческой концепции нами был подготовлен архитектурный бриф, это не только на наш участок, но и на всю территорию. Есть предварительные договоренности с архитектурными бюро и потенциальными членами жюри. Конкурс – один из ключевых майлстоунов у нас на следующий год. Для того, чтобы подготовить такой бриф, часть этого года мы посвятили детальному исследованию всей территории, собрали все исходные геологические, исторические материалы. В 2020 году мы создали достаточно уникальную 3D-модель ландшафта Бабьего Яра с помощью топографических карт, аэрофотоснимков, старых архивных фото, видеоматериалов. Кроме того, была разработана уникальная платформа для анализа исторической информации, которая поможет нам в рамках музея рассказать историю Бабьего Яра. Мы собрали базу из более 20 тысяч имен жертв трагедии, в том числе нашли 900 новых.
более 700 тысяч документов было оцифровано, на базе чего мы создали цифровой онлайн-архив фонда. Проект «Разговор», один из таких важных проектов, он не был реализован в полном масштабе в этом году из-за пандемии. Мы его в 2021 году перестроим. В 2020 году мы начали поддержку системную праведников, начиная с момента, когда у нас произошел COVID. Мы записывали также с ними интервью, искали новые истории вместе с проектом «Слово праведника». Впервые у нас вышло уже 6 эпизодов великого украинского режиссера Сергея Лазницы, которые охватили более 1 миллиона человек. Всего сейчас готово 12 эпизодов, а к 80-й годовщине их будет 25. Во время работы с архивами Сергей открыл материалы, многие из которых еще никогда ранее не были опубликованы. Так, например, найдены материалы Киевского процесса 1946 года, и из них будет сделан отдельный фильм. С первого дня работы мы начали собирать коллекцию, формировать фотоархив, коллекцию артефактов, архив оригинальных документов. Собранные материалы мы сразу оцифровываем. Таким образом, у фонда появилась уже своя цифровая библиотека. Мы издали сами вместе с партнерами на украинском языке первые 7 книг в нашей тематике. Они были распространены во все ключевые университетские, областные, национальные и академические библиотеки. Мы запустили онлайн-платформу, которая выполняет задачу, чтобы музей уже работал для посетителей, несмотря на COVID. В этом году запустили аудиоспектакль вместе с Михаилом Зыгорем. Также подготовили интерактивный дневник с более чем 20 различными сценариями. Небольшой проект «Заборона» у нас был закрыт, а также трудные вопросы о Холокосте с Яд Вашем мы перенесли на 2021 год из-за пандемии. Переходя к научным и образовательным проектам, я хочу сказать, что мы прошли достаточно сложный этап изменения команды в части науки, который сопровождался большими рисками. Но в апреле этого года мы ситуацию стабилизировали и в 2021 год смотрим с большим оптимизмом. Основными задачами на этот год с точки зрения науки и образования было обеспечить институциональную преемственность, запустить 2 научно-исследовательских института и создать важные предпосылки и продолжить развитие Holocaust Studies. Все исследовательские проекты, которые были запущены в 2019, они были продолжены в 2020. Мы также запустили множество новых, которые позволяют нам сформировать базу для будущей экспозиции. Я начну с образования. Мы запустили бета-версию образовательной платформы. Ее сейчас тестируют 17 школ. И в 2021 году мы планируем полноценный запуск к 80-й годовщине. Несмотря на пандемию, мы записали почти 1000 свидетельств очевидцев Холокоста и Второй мировой войны. И это отвечает запланированным планам создать самый большой в Восточной Европе архив устной истории о Холокосте. Иллюстрированная энциклопедия Бабьего Яра является одним из ключевых и знаковых наших проектов. За 2020 год были созданы глоссарий, библиография. Мы планируем электронную версию издать к 80-й годовщине. Мы провели собственное исследование границ всех кладбищ в Бабьем Яру. Их там очень много, более 7, которая подтвердила выводы еврейских организаций. Мы исследовали новые детали расстрелов военнопленных евреев, которые были накануне массовых расстрелов 1941 года. Сделали первое исследование документов криминальных дел относительно уничтожения пациентов в психиатрической больнице. Я рад, что руководитель психиатрической клиники, он присоединится и сегодня представит свое видение работы с нами. В этом году мы провели социологическое исследование, и его результаты нам позволяют понять, какое сейчас отношение к темам Холокоста, Бабьего Яра среди украинцев, к деятельности фонда. Вместе с Центропой, ведущим Европейским институтом по изучению и сохранению еврейской истории, мы реализовали ряд образовательных семинаров для учителей и программ-школьников. Мы закончили описание хроник Холокоста, успешно запустили стипендиальный проект фонда, сейчас идет конкурс студенческих, аспирантских работ. Мы впервые сделали перевод с идыш песен евреев гетто, Буковины и Приднестровья. Это открывает ранее неизвестный уникальный этнографический материал. Вместе с Днепровским университетом мы сделали исследование о Сталиндорском еврейском национальном районе
И это также открывает серию исследований о национальных еврейских районах на юге Украины, которые были практически все уничтожены во время Холокоста. Мы начали создавать описание материалов о событиях в Бабьем Яру, которые находятся в госархивах разных стран Европы. И благодаря этому уже сейчас имеем понимание, какие архивные материалы нуждаются в дальнейшем исследовании. Хроники оккупации Киева – это наиболее полная картина событий из жизни Киева за 2,5 года немецкой оккупации. Мы закончили в этом году 1941 год, и в следующем году этот проект мы планируем продолжить. Мы создаем перечень материалов, которые хранятся в украинских государственных архивах, и среди сотен миллионов документов мы выбираем те, которые нужны для работы фонда, и это позволяет сфокусированно создавать необходимую архивную базу для исследований, для экспозиции. Проект описания всех аспектов и сторон бытовой жизни Киева и киевлян 30-х годов мы перенесли на 2021 год. И, наверное, последний важный проект в блоке науки и образования – это исследование о местах расстрелов евреев в 1941 году. Он был сделан творческой командой Максима Рахманейко и исследователями Мартином Дином, Кругловым. Фонд делал его 1,5 года, в этом году он был закончен и был презентован. Переходя к проектам на территории, я хочу сказать, что уникальность Бабьего Яра в том, что мемориал находится в непосредственном месте трагедии. Это бывает далеко не всегда, не со всеми музеями и мемориалами Холокоста, мы это знаем. Мы считаем эту землю сакральной, считаем очень важным менять к ней отношение людей. Поэтому мы уже в этом году запустили ряд проектов, которые призваны обратить внимание, что это место трагедии, а не обыкновенный парк. После исследования точных мест расстрелов на месте, где были сделаны фотографии Иоанна Саксёля, мы установили 4 гранитные скульптуры, внутри которых монтированы монокуляры. Это пример того, как можно работать с историей на территории Бабьего Яра. Мы сделали уникальную инсталляцию, это сложная инженерная система из 74 независимых источников звука, работающая круглосуточно под открытым небом. Мы сделали проект под названием «Зеркальное поле», проект, который мы изначально не планировали. Он был создан на нашем участке. Инсталляция стала ключевой в мероприятии 79-й годовщины. Внутри подиума смонтирован орган, который переводит имена погибших в цифровое звучание по принципам гематрии. Вокруг поля установлено 5 гранитных скульптур. Уже 30 тысяч человек, несмотря на плохую погоду, его посетило. Это будет один из таких знаковых проектов в Бабьем Яру в следующем году и в дальнейшем. Ноэль Херц сделал уникальный архитектурный проект синагоги. Сейчас ведутся работы по подготовке к возведению, получению всей необходимой документации. Мы подготовили свою первую арт-инсталляцию в городе и планируем ее открыть на 27 января, на День памяти жертв Холокоста. Переходя к бюджету, в этом году у нас было 6 доноров, бюджет фонда составил 7,9 миллионов долларов. Мы благодарны донорам за финансовую поддержку. Без них ни один из этих проектов бы не состоялся. Бюджет фонда немногим больше, чем планировался, например, годом ранее. Мы сейчас закрываем этот год и ожидаем выполнения бюджета на 99%. Административные затраты составят ориентировочно 17%, что, в общем, говорит о достаточно высокой эффективности. Под новые задачи, которые стояли перед фондом в 2020 году, мы обновили команду. На слайде хорошо видно, что у нас появился существенный контентный блок, усиленное образование и наука, при этом количество административного персонала осталось на том же уровне. В первом полугодии, во время перезапуска команды, на нас обрушилась медиатака, которая была особенно острой в Украине. И начиная с июня месяца мы перестроили полностью наше пиар-направление. И во второй половине 2020 года ситуация кардинально изменилась. Мы определили для себя 3 фокуса работы, увеличили долю своего присутствия в информпространстве, начали работать над контентом, сделали десятки мероприятий, спецпроектов в топовых украинских изданий. Таким образом, количество позитивных публикаций о фонде увеличилось в 2 раза. Это, в общем, хорошо видно из 2 графиков, из графика и диаграммы.
Слева это первое полугодие, а справа это второе полугодие. В середине июля наблюдательный совет также утвердил трехмесячный план действий в отношении международного пиара. План был сформирован, чтобы создать платформу для изменения в принципе общественного дискурса, а также заложить некий фундамент для работы в 2021 году и 80-й годовщины. В результате в 2020 году нам удалось изменить тональность сообщений о фонде западных СМИ с негативной на позитивную. Мы управляли повествованием о фонде, был заложен фундамент для построения коалиции в еврейском мире. Мы сформулировали план позиционирования и коммуникации на 2021 год. 79-я годовщина Бабьего Яра и проекты фонда освещались многими ведущими мировыми СМИ. Было более 200 публикаций в прессе, в том числе обширные материалы в Daily Mail, Deutschland Radio, на BBC. Подписание меморандума между фондом и правительством освещалось в Associated Press и было опубликовано не менее чем 60 СМИ США и за их пределами, включая Washington Post, The Independent. Еврейский мир и израильская пресса также широко освещали деятельность нашего фонда, программы, все юбилейные материалы, GTA, GNS, The Jerusalem Post и многие другие. Работа с госорганами была очень важным приоритетом в 2020 году. Мы подписали меморандум с Министерством культуры в присутствии президента Украины, и я благодарен Рональду Лаудеру, который специально из Штатов прилетел на подписание. Наше мероприятие, посвященное 79-й годовщине, посетил президент, премьер, спикер парламента, духовенство, все другие важные гости. Мы в этом году презентовали программу и всю деятельность фонда офису президента, получили достаточно позитивную обратную связь. Был организован комитет по подготовке к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра, в который вошли менеджмент, члены наблюдательного и общественного совета фонда. Основными долгосрочными фокусами международной деятельности были и остаются построение сети партнерских отношений с институциями Холокоста, политическими и гуманитарными организациями. Мы начали работу, в принципе, с подготовки исследований и стратегий по 13 ключевым странам и в дальнейшем непрерывно системно двигались в этом русле. Несмотря на сложное начало 2020 года с медиатакой и пандемией, уже к сентябрю, благодаря в том числе нашим представителям в Израиле, мы подписали соглашение с Яд Вашем, контракт с Центропой. В январе этого года мы подписываем контракт с Бундесархивом. Мы провели ряд мероприятий с депутатами Европарламента и получили подтверждение готовности активного включения в 80-ю годовщину. Мы наладили контакты и были спикерами ключевых годовых конференций в АЭРО, в Национальной коалиции в поддержку евроазиатского еврейства. Все они готовы включаться в следующий год и в работу. Из важных майлстоунов, которые у нас были запланированы на этот год, мы запустили общественный совет, мы подписали соглашение мировое и закрыли многолетнюю тяжбу с одним из основателей фонда Ротенфельдом. В течение многих лет велись споры, можно ли строить на нашей территории. И в этом году еврейские организации, которые нам дал главный раввин Израиля, сделали физические раскопки и определили четкие границы, где можно строить, где строить нельзя. И это открывает нам путь для дальнейшей работы. Что дальше? В 2021 году мы продолжим работу над нашими основными текущими проектами. Ключевыми будет создание архитектурного видения и концепции экспозиции. Это будет год 80-й годовщины, и все соответствующие мероприятия будут находиться в фокусе, и мы должны использовать этот момент. Также после получения соответствующих разрешений мы хотим реализовать ряд проектов на территории. В 2021 году мы совсем незначительно предложим усилить команду в части контента, в части пиара, в части административной части, добавить безопасность, функцию HR, внутреннего аудита. С точки зрения пиара в Украине, наша основная задача будет продолжить построение репутации фонда как ключевой глобальной украинской исследовательской, культурной и мемориальной институции.
Нашими основными целями будет работа в публичном поле над концепцией, которая сегодня будет представлена. Мы будем работать над наращиванием и усилением нашего голоса в медиапространстве. И наша задача продолжать актуализировать тему трагедии Бабьего Яра и изменения ее восприятия со стороны всех ключевых целевых аудиторий. Мы продолжим работу в плане GR, и это очень важно. В следующем году, поскольку у нас есть 80-я годовщина, и среди наших главных приоритетов и задач это будет получение разрешения для реализации проектов на территории и построение первых музейных пространств. 80-я годовщина трагедии является ключевым событием 2021 года, поэтому одна из главнейших целей этого года – это познакомить мировых лидеров с темой Холокоста от пуль, с трагедией Бабьего Яра, и в день 80-й годовщины провести памятные мероприятия с участием мировых лидеров совместно с украинским правительством. Немаловажной целью этого года также является создание благоприятной атмосферы для поддержки и одобрения художественной концепции музея среди всех наших целевых аудиторий. Нам важно позиционирование фонда как давно необходимого учреждения, освещающего нерассказанную историю Холокоста в Восточной Европе, и с Бабьим Яром в качестве его символа. Позиционирование организации как активного и желанного участника в глобальном институциональном диалоге, посвященном памяти Холокоста. Такое позиционирование будет иметь решающее значение для потенциального сотрудничества и для будущего фандрайзинга. Мы также продолжим работу в наращивании коалиционных связей среди музеев, образовательных центров, академических кругов, с политическим истеблишментом в Европарламенте, в Штатах, в Германии, в Израиле, в Польше. 80-я годовщина здесь будет отправной точкой для тесного партнерства со всеми этими институциями. Наша ключевая стратегия здесь будет вовлечь музеи и институции и совместно реализовать и выставки, сотрудничество, образовательные программы, презентации, архивное сотрудничество. Это коротко о 2020 году и планах на 2021 год. Я буду рад вопросам, готов ответить на вопросы. Спасибо большое. У нас очень большой вопрос следующий. Да? Илья, пожалуйста, тебе слово. Здравствуйте. Спасибо всем большое, во-первых, за то, что многие из членов наблюдательного совета активно участвовали в течение года в работе над проектом, что также помогало в том, как мы формировали концепцию творческую, которая сейчас будет представлена. Надо сказать, что весь год мы работали над концепцией через воркшопы, через тестирование некоторых проектов, то есть через действия. Да, это не было только теоретической работой. Мы... Тут надо, наверное, перейти на экран, когда можно видеть концепцию. Да? Значит, мы работали внутри большой команды, да, которая формировалась также в течение этого года. Значит, это творческий концепт будущего музейного комплекса. Мы предполагаем, что это будет большой музейный комплекс, а не только один музей. Об этом будет рассказано позже. И, соответственно, и сам концепт, у него будут еще фазы разработки, более конкретные разработки по разным проектам. Но главная часть, которая представлена сейчас, это подход и метод. А сейчас я бы хотел представить в настоящем интернациональную команду, которая работала над созданием этого концепта, потому что это такой большой пазл. Значит, начнем с Ник Аксель, куратор, архитектурный критик, один из редакторов журнала F-Lux архитектуры, руководитель отдела архитектурного дизайна в Академии Геррита Ритвельда в Амстердаме. Роберт Ян Ван Пельт, профессор университета Ватерлоо, исследователь Холокоста, является одним из ведущих экспертов по Освенциму. Трой Конрад Терин, куратор архитектурных и цифровых инициатив Музея Гугенхайма, профессор архитектуры в Колумбийском университете. Инесс Вайсман, профессор теории архитектуры
в Королевском колледже Великобритании, а также директор Центра документальной архитектуры. Адриан Гардери, французский дизайнер и музеограф, автор многих знаменитых музеев, дизайна этих музеев, в частности Лувр-Ленц и других. Барбара Хольцер, профессор архитектуры и дизайна интерьера школы искусств имени Питера Бернса в Дюссельдорфе, также автор многих музеев, в том числе музеев Холокоста. Мартин Дин, доктор Мартин Дин, исследователь, историк, многие годы работавший в Скотланд-Ярде, занимавшийся криминальным взглядом на историю через криминалистику, а затем работавший в музее Холокоста в Вашингтоне. Мануэль Херц, архитектор из Базеля, профессор Базельского университета, автор уже ставшей легендарной синагоги в Майнце. Сергей Лазница, украинский кинорежиссер, лауреат Каннского и других фестивалей, а также Украинской государственной премии имени Давженко. Руслан Ковацук, заместитель генерального директора по академическим исследованиям. Вячеслав Мишиев, профессор, доктор медицинских наук, директор клинической больницы Киевской имени Павлова. Это огромная клиническая больница, самая большая в Украине, одна из самых больших в Европе. Это, собственно, место, где началась трагедия Бабьего Яра. Борис Беренфельд, доктор наук, профессор, директор и президент Международной лаборатории инновационных образовательных технологий. Это Анна Камышан, директор концептуальных и исследовательских проектов. Максим, ну здесь, собственно, я тоже, видите, присутствую, я художественный руководитель центра. Максим Рахманийко, директор Центра пространственной технологии. Ксения Марченко, один из директоров проекта Ярмедиа и руководитель медиа направления. Олег Шавенко, директор направления коллекции библиотеки и издательских проектов. Анна Фурман, руководитель проекта «Имена». Марина Абрамович, художник, лауреат Венецианского биеннале. Дарья Джеромская, руководитель IT-направления. Максим Яковер, генеральный директор. Алексей Макухин, исполнительный продюсер-директор. А сейчас я хочу передать слово заместителю генерального директора Максиму Руслану Ковацуку. И Руслан расскажет о академических исследованиях и о том, как мы это формируем, как формируется концепция с этой точки зрения. Пожалуйста, Руслан. Спасибо, Ілля. Шановні члени наглядової ради, дорогі колеги, дуже приємно вас усіх бачити на такому важливому сьогоднішньому засіданні. Мій виступ буде англійською мовою, тож, будь ласка, увімкніть переклад, якщо він потрібен. My name is Ruslan Kovacuk. As Ilya said, I am Deputy CEO responsible primarily for education and academic research. It goes without saying that research projects are an integral part of every Holocaust memorial initiative. Without academic research, no memorial has proper status and respect. A member of our academic council and Stanford University professor Norman Naimark once wrote, "Regretfully, Western representations of Holocaust memory often have only the vaguest understanding of the killing of Jews in the East. The mass shootings of Jews in German-occupied Soviet territory attracted less interest than the horrifying images of the gas chambers and crematoria." One could say the same of scholarly examinations of Bab Yar in the West, which have been strikingly few and relatively recent. I can only add to that that unfortunately it is not only in the West, but also in Ukraine that you will find rather limited expertise in Holocaust studies even today. A quarter of all Holocaust victims were killed on Ukrainian soil, and yet only a couple of under-resourced Holocaust research institutes exist. Approximately 15 to 20 scholars work in this area. We still expect
Ukrainian historians to write a comprehensive study that describes what actually happened, and to include all the details about victims, perpetrators, and bystanders, as well as beneficiaries and rescuers, Ukrainians who saved Jews from Nazis, often with the price of their own lives and their family lives. Babyn Yar was one of the first and largest massacres of the Jews in the Nazi campaign of mass killings. In 1941-43, up to 70,000 Jews were killed in the ravine, including Ukrainians, Roma and Sinti, and Soviet prisoners of war of various nationalities. Altogether, up to 100,000 people were killed in Babyn Yar. We will never know the exact number. While I speak, you see photos of Johannes Helle, a German military photographer from Wehrmacht propaganda troops. These are the only known photos of Babyn Yar after the massacre. Babyn Yar is one of a few major Holocaust sites in the world. It is the only prominent place without a proper memorial. Hopefully its construction will be completed while some survivors are still alive. The story of the Eastern European Holocaust by bullets remain largely untold and under-researched. Even in Babyn Yar, we're still working to recover names of victims, names of perpetrators, and some locals who helped the Nazis. We still need to focus our research on all areas to ensure all gaps are closed, to understand what actually happened and why. In 2021, we will have roughly 20 education and research projects. I'll briefly stop at most important ones. We plan to expand our oral history collection of witness interviews up to 2000. We will launch our unique Red Dot education platform. We will continue to invest in advancing the Babyn Yar Encyclopedia project, and we will initiate a number of bigger and smaller projects to learn more about different aspects of Jewish life before and during the war. We will, for the first time, translate and bring to Ukraine collections of documents about Einsatz groups that killed in Ukraine. We will study the role of Ukrainian nationalists in World War II and the Holocaust. We will study personal stories of righteous among the nations. We will conduct surveys of Babyn Yar tolerance index in the United States, Germany, Poland, and Ukraine. We will continue to invest in existing and new scholars who research Holocaust by bullets. Altogether, BYHMC research aims to create a solid foundation for the future memorial. When questions arise, we will therefore have the documents on which to base a fact-based understanding of the tragedy. We still have many discussions ongoing on this matter in Ukraine. There is no consensus on how to memorialize the Jewish victims, on how to represent the collaboration of local police auxiliaries, or on how to commemorate other victim groups and deal with their interests in addition to those of the Jews. We have an important mission. The BYHMC is an international organization, but for us, Ukrainians, it is an important mission to honor the victims of the Holocaust and to remember what happened on our land so that this does not happen to anyone else again. We are pleased to have the strong support of our International Supervisory Board. We also have Ukrainian and International Fund first donors. And as you will see, we have now brilliant and diverse creative team. We have so much to offer, and we have the greatest responsibility to unite international and Ukrainian community around our mission, to expose the untold and long suppressed story of the Holocaust in Ukraine and Eastern Europe by creating Commemoration and Education Center that takes visitors through historically fact-based and emotional journey in order to influence generations to come for a better future. Thank you. Спасибо большое, Руслан. Собственно, я постараюсь быть краток, потому что здесь у нас большое, как вы поняли, уже по представленной команде большое количество проектов, они очень разные.
Да скажу еще все-таки несколько слов, самых важных, как нам кажется, в подходе к истории, которую мы пытаемся рассказать. Трагедия Холокоста и трагедия Бабьего Яра, в частности, произошла около 80 лет назад. И сегодня уходит поколение последних свидетелей трагедии. И прерывается, в скором времени прервется прямая связь времен. И будущее поколение теряет возможность понять, познать, а главное почувствовать, что же произошло 80 лет назад. И трагедия Бабьего Яра и трагедия Второй мировой войны начинает уноситься вдаль времен, туда же, где была Первая мировая война, Наполеон, куда-то в ту даль, в которой уже это становится абстракцией. Наша задача превратить это из абстракции во что-то живое, во что-то эмоционально воздействующее, во что-то, что может вызывать чувство сострадания, чувство любви к ближнему, чувство стыда за человечество, которое допустило такую историю, чувство нежности и боли, утраты этого исчезнувшего, убитого мира, уничтоженного, который был уничтожен, я говорю в данном случае про еврейский мир, и так далее. Другие чувства, но прежде всего эти чувства должны быть в людях, потому что они должны касаться их самих. Потому что история Бабьего Яра – это история каждого человека, это история соседей каждого человека, каждого города, каждой нации. Это история мира. И вот наша цель – создать такое пространство, которое сделает историю Бабьего Яра близкой и актуальной для любого человека, вне зависимости от нации, пола, возраста и религии. Наш центр Холокоста Бабий Яр – это множество проектов и их авторов, как вы поняли, это пазл, состоящий из трагических историй частных жизней, обстоятельств времени, соединяющих прошлое время прошлого с пространством и временем настоящего и будущего. Сейчас видите на экране карту Холокоста в Восточной Европе, потому что мы также рассказываем о Холокосте в Восточной Европе. Это интерактивная карта. Мы также рассказываем, и дальше уже, так сказать, мы укрупняемся на Холокост и события Холокоста в Украине, в отдельных городах, штетлах, местах. И об этом также мы хотим подробно рассказать. Но главное, вы видите эти точки на самом деле люди, разные судьбы, все они родились в разные времена, имели разные биографии, они были талантливые, менее талантливые, успешные, неуспешные, но все они имели один и тот же трагический конец. Вот о каждом из них, голосом каждого из них, и мы хотим рассказывать нашу историю. Вот вы видите, как эти лица превращаются в точки, этих точек множество, за каждой точкой судьба, за каждой судьбой потомки и предки, и эти все связи, которые мы пытаемся восстановить, и голоса, которым мы хотим дать возможность быть услышанным. Видите, как эти точки превращаются в пейзаж Бабьего Яра, и, собственно, Бабий Яр становится местом памяти, потому что это все, так сказать, впитано в землю. Вы сейчас увидите ландшафт, точнее не ландшафт, а структуру самого Яра, там, где произошли события 41-43 годов, которые мы, собственно, и знаем больше всего. Но также в Репеховом Яре было знаменитое дело Бейлиса, там обнаружили мальчика Андрея в начале 20 века. В психиатрическом госпитале, ныне действующем, нацисты убили 752 пациента, это тоже часть истории. Значит, огромную часть территории занимают некрополь еврейского, караимского, кириллского православного, мусульманского кладбища. Сырецкий концентрационный лагерь также является частью этой трагической истории, как и Куреневская трагедия, которая произошла в 1961 году. Все вместе это становится как бы единой территорией, физической территорией памяти. Вот на этой территории памяти, это примерно 152 гектара, мы бы хотели развернуть эту историю. Вот, собственно, перечисление пространств, возможно, музеев, если мы их разделим на музеи. Значит, это следующий музей. Музей трагедии Бабьего Яра 41-43 года, музей Холокоста в Украине и Восточной Европы, история места, музей истории места и Куреневской трагедии, история забвения Бабьего Яра, трагедии Бабьего Яра, инсталляция жертв
Бабьего Яра, их всех имен, пространство для молитвы, где вы можете оказаться и в синагоге, и в христианской церкви, и в мечети, и в нерелигиозном пространстве, где можно подумать и вспомнить о тех, кто погиб. Научный, образовательный центр, а также центр дискуссий, медиатека, библиотека, архив, коллекция, образовательные и игровые площадки для детей и центр реабилитации после психологической травмы. Вот мы опять возвращаемся к структуре, собственно, основных событий 41-43 года и к времени прошлого, сегодняшнего дня и будущего. Сейчас мы покажем, как структурируются те проекты, которые вам будут сейчас представлены. Знания о Бабьем Яре. Проекты «Бабий Яр. Контекст», мультидисциплинарные исследования Бабьего Яра, территории и истории, проект «Имена». Затем построение памяти места, пути и остановки, в том, как можно двигаться по смыслам и по физической, и ментальной территории. Это и архитектура, и само пространство памяти, и правда места, и станции, и проект документальной архитектуры, а также коллекция «Холокост в Восточной Европе». Это все части этого блока. Социальные проекты – это Бабий Яр медиа и образовательные проекты, а также примеры проектов, примеры того, как может метод и подход реализовываться на территории и физической территории, а также большой взгляд на этот проект, как бы большая картинка, что мы, собственно говоря, делаем. Здесь и кристальная стена плача, здесь и центр по изучению агрессии и посттравматической ментальной помощи. Здесь же и взгляд на еврейское, на пространство и время, пространство времени в иудаизме и абсолютно тоже конкретный проект синагоги. Вот через эти проекты мы и будем двигаться сегодня этой презентации, а также мы сейчас показываем то, как образовать интерес к этому проекту, к этой теме через разные, может быть, не всегда впрямую имеющие отношение подходы. Конечно, мы говорим про историю образования, но здесь есть и медиа, и новые технологии, арт-инсталляции, и центр психологической помощи, и парковая структура. То есть люди, приходя в это место, на эту территорию, с чем бы они ни приходили, чем бы они ни интересовались из того, что здесь перечислено, они все равно пройдут, неизбежно окажутся внутри знания и чувствования о трагедии Бабьего Яра. А теперь основные принципы того, на чем, соответственно, базируется наш проект. Это место преобразования, это место памяти, место живой памяти. Это место, где можно стать свидетелем стирания истории. Это место, которое является свидетелем истории. Это место изучения причин насилия. Это место для развития эмпатии. Это место изучения наследия. Это место, которое объединяет сердца. Это место, где можно почувствовать силу корней. Это место для воссоединения с предками. Это место для прозрачности в установлении фактов случившегося. Это место, как путешествие в исчезнувший мир, место, чтобы вызвать воспоминания, место для совместного коллективного производства знаний, это место для самопознания. А сейчас я бы хотел представить проект «Бабий Яр. Контекст». «Бабий Яр. Контекст». Сергей Лазница расскажет о том, как этот проект работает. Нам нужно собирать еврейское население и расстреливать его. Население стояло, окруженное густой цепью полицейских, и ожидало свою судьбу. Ее жалкие, истощенные руки были подняты, и она что-то кричала. Что она кричала, я не знаю. Она кричала по-еврейски.
Их подводили близко к ямам, mussten sich mit dem Gesicht aufstellen должны были стать лицом к нам und wurden so erschossen. и таким образом были расстреляны. Добрый вечер, уважаемые члены наблюдательного совета, уважаемые коллеги. Идея этого проекта выросла из сценария игровой картины «Бабий Яр», которую мы должны были снимать в прошлом году в международной копродукции при поддержке Министерства культуры Украины и будем снимать тогда, когда это станет возможным. Этим проектом я занимаюсь уже давно. Сценарий представляет собой мозаику эпизодов. И это не только расстрел в Бабьем Яру в сентябре 1941 года, но и события, сопутствующие этой трагедии, имеющие к ней прямое или косвенное отношение. Фильм будет состоять из игровых эпизодов и из архивных кадров. И хотелось бы, чтобы сплав игрового и документального изображения был настолько органичным, чтобы у зрителя не возникало сомнения, что он будет смотреть хронику. Так возникла идея собрать хронику того времени, смонтировать эпизоды, описывающие контекст произошедшего, и представить этот материал в цикле «Бабий Яр. Контекст». Как известно, сам расстрел в Бабьем Яру, улицы города Киева в эти дни в кинохронике никак не представлены. Но нам удалось найти хронику, снятую в Киеве до и после расстрела. Например, вход немецких войск в Киев, взрыв Крещатика 24 сентября 1941 года. Событие, которое напрямую связано с принятием решения о расстрелах. Мы работаем с разными архивами, с Бундесархивом в Берлине, с региональными немецкими архивами, с Красногорским архивом в России, с архивом Пшеничного в Киеве. Ищем хронику, снятую на Украине, начиная с июня 1941 года. Таким серьезным поиском киноматериалов на эту тему в архивах разных стран, по-моему, никто еще не занимался. И поиск приносит неожиданное открытие. Так я нашел в Красногорском архиве весь материал Киевского процесса над нацистскими преступниками. Процесс проходил в 1946 году. Из этого материала будет сделан отдельный документальный фильм. Кадры из этого фильма вы уже видели. Мы сотрудничаем с историками, экспертами, которые описывают и атрибутируют найденные материалы. Почти в каждом эпизоде есть титр с краткой исторической справкой. Я делаю эпизоды таким образом, чтобы дать возможность зрителю стать свидетелем события и почувствовать его кожей. В дальнейшем мы эти эпизоды будем использовать для инсталляции, погружающей посетителя мемориала в атмосферу того времени, создающих иллюзию перемещения в другую историческую эпоху. Второй проект, который мы осуществим во время съемок игровой картины «Бабий Яр», это VR-инсталляция массовых сцен фильма. В фильме «Бабий Яр» 25 массовых сцен. Во время съемок фильма один из дублей мы будем снимать на VR-камеру. На основе этих материалов будет сделана инсталляция, в которой посетитель, зритель при помощи всех технических приспособлений сможет стать свидетелем сцены и ощутиться буквально внутри события. Разными способами, используя всю палитру жанров, документальный, игровой, VR, я пытаюсь поставить зрителя перед фактом трагедии. Хотелось бы, чтобы у зрителя, посетителя произошла психологическая встреча с трагедией, осознание ужаса, тяжести преступления, сопереживание и размышления над произошедшим. Спасибо. Спасибо большое, Сергей. А сейчас мы перейдем к следующему проекту этого блока, к проекту, междисциплинарному проекту междисциплинарных исследований, который нам представит Максим Рахманика. Это очень важный принцип, очень важный для нас проект, который, собственно, соединяет принципы работы с историей, с новыми технологиями и с возможностью эмоционального подхода и подключения будущего посетителя к событиям уже далекого прошлого. Пожалуйста, Максим. Дякую, Ілля. Я радий можливості презентувати роботу команди, нашої команди Центру просторових технологій.
Я розповім про дослідницьку роботу, суть якої в тому, щоб зібрати всі матеріали, все, що ми знаємо про Бабин Яр, в одну багатовимірну модель. Від місця, яким був Бабин Яр в 40-х, майже нічого не залишилось в результаті радянського тераформінгу. Тут видно карту 24-го року, і з самого початку роботи з фондом ми взялись 3D-моделювати територію Бабиного Яру по цим старим топографічним картам. Тут ви бачите, як вже оцифровані топографічні лінії підняті в 3D, і виходять такі моделі ландшафту. В нас є модель станом на 24-й, 47-й, сучасна модель. Навіть між 24-м до розстрілів і 47-м після розстрілів можна бачити зміни рельєфу. І на такій моделі можна накладати аерофотознімки. Це дає змогу знайти ті елементи ландшафту, які присутні як на фото, так і на нашій 3D-моделі. І, власне, встановити точні локації тих місць, де кожна фотографія була зроблена, де стояв фотограф, і, відповідно, як виглядала територія в той час, коли це Бабин Яр ще був, власне, присутній. Чому це так важливо? На початку нашої співпраці з фондом історики досі сперечались про місце, де були зроблені фото. Були дві основні версії, між ними був кілометр. Це може здатись дивним, вважаючи, що тут тільки за 2 дні загинуло більше 30 тисяч людей, але рельєф настільки змінили, що тільки завдяки такому ретельному аналізу мілких елементів рельєфу нам вдалося встановити ці локації з високою точністю і доказово, так що більше суперечок немає. Тут ви бачите карту Києва, на якій є сучасні там станція метро, але так само на неї накладений Бабин Яр, і можна бачити, де були зроблені фотографії. Що цікаво, в результаті того, що ми знайшли, де ці фотографії зроблені, нам ще вдалося перемоделювати ландшафт так, щоб зробити модель 41-го року. Це важливо, тому що під час самих подій це місце змінилося, рівень землі в західному відрогу піднявся, і ми, власне, це замоделювали. Я скажу 2 слова про дослідження шляху, яким людей вели в Бабин Яр під час масових розстрілів. Деякі з будівель, які, наприклад, будівля на вулиці Іллєнка, які були на цьому шляху, вони досі збереглись. Ми до цих будівель досить таки уважно ставилися, відсканували їх. І, наприклад, цю ж будівлю з такою вежею можна знайти на хроніці, якою з нами люб'язно поділився пан Лозниця. От, власне, фотографії на шляху в Бабин Яр, які були відзняті в 43-му році, коли делегація журналістів прибула в Бабин Яр, і вони йшли, повторюючи шлях людей в Бабин Яр. І тут ви бачите приклад того, про що я говорив, що 3D-модель і оці відео і фото, вони посилюють один одного. Вони не просто стоять одне поруч з іншим, ми можемо якісь фрагменти домоделювати, якісь речі краще розуміти і з іншого боку комунікувати дослідження для широкої публіки таким шляхом. Я трошки пізніше про це розповім. Важливим способом лакування цих фотографій була така робота, коли ми знаходимо якісь маленькі кущі, травинки, знаходимо їх на різних фотографіях, і це дає нам змогу зрозуміти рельєф, але, звичайно, розібратись було б неможливо без роботи істориків. І одним з істориків, на чиї матеріали ми багато опиралися, є Мартін Дін. So I would like to actually ask Martin to say a few words about his research. He's here with us. Martin, are you here? Yes, hi Max, thanks very much. Since 2019, I have been privileged to work on an innovative historical project to document the terrain of Babin Yar. By following the evidence, we've been able to determine precisely where key events took place. After writing more than 30 reports, I presented my findings to the Academic Council last August. By comparing the halo photographs with aerial photography and witness testimonies, we were able to identify and confirm the main shooting site in the Western Spur. The most important discovery was to identify the sand quarry clearly as the area where the Jews had to place their clothing into piles just before entering the shooting site across a ridge. From the start, the intention was also to reconstruct the historical terrain using a 3D model.
Ilya recognized the potential of this approach, and last year he tasked Max and Spatial Tech with realizing it. As we have seen, the results are very impressive. The 3D model helps us to achieve many of the project goals while also expanding the audience and the technical possibilities. Using the 3D model, we can not only reconstruct the terrain of Babyn Yar, which changed so much after the war, it also serves as a central framework in which various media, such as related images and testimonies, can be embedded, empowering people to visualize the terrain from any standpoint. Using this platform, testimonies regarding a certain place and time, or on a specific topic, will be linked, generating a thick description of what happened, helping us to get a sense for what it was like. The idea is not that the model will present a definitive version of history, but rather it serves as a flexible resource so that users can form their own opinions by examining the evidence in context. Thus, the 3D model makes a new historical methodology combining different media such as maps, images, and texts, available to everyone. So many thanks go to Spatial Tech for this creative effort, and I look forward to making further major discoveries as the project applies this approach on a larger scale as we move ahead. Thank you. Thanks, Martin. I also want to add a bit about the research projects. Sorry, I'll switch to Ukrainian. Все, що я показував стосовно фотографій, відео, було б неможливо ще зробити без того, про що говорив Мартін, без роботи зі свідченням. І от що ви бачите зараз на екрані, це розбір свідчення одного з дійових осіб подій. Це такий достатньо заплутаний процес, і всіх свідчень не було в одному місці зібрано для того, щоб з ними працювати. І саме тому зараз ми будуємо таку систему, в яку ми збираємо не тільки фотографії, відео, 3D-моделі, а і свідчення про Бабин Яр. Ви бачите, як в даному випадку Рувим Ізраїльович Штейн, його спогади 96-го року, діляться на маленькі фрагменти, фрагменти виділяються, і кожен з цих фрагментів піддається контент-аналізу. Ми можемо в тексті виділяти топоніми, це місця, які згадують очевидці, дійових осіб, об'єкти. І таким чином ми можемо подивитись на ці події з різних перспектив. Ми можемо виділити будь-яку вулицю, подивитися, що люди казали про те, що сталося в цьому місці. Ми можемо дивитися спогади конкретних осіб, окремо аналізувати спогади німців і жертв, які врятувалися. І, власне, результатом нашої роботи буде два основні продукти, в яких всі ці матеріали ми збираємо в одне місце. До 80-річчя ми плануємо побудувати таку веб-платформу, де будь-хто зможе детально розглянути модель зі всіма фрагментами медіа, які на неї нанесли. Наприклад, фотографія з її локацією, оскільки в нас в свідченнях є ці топоніми, які можуть нас на якусь точку в карті привести. Ми можемо свідчення викладати на карту, якісь 3D-моделі, в які можна так само потрапити, щоб краще зрозуміти події. Ми також почали роботу над фізичною інсталяцією, в основі якої великий 15-метровий макет. З цього макету можна дістувати такі зуміни, ключові локації. Наприклад, це вулиця Іллєнка, де видно, як люди йдуть в Бабин Яр. І такі фрагменти можна моделювати, давати їх як окремі сцени, до яких можна додавати багато різних інших контентів, форм контенту. Тут видні приклади. Елементи макету можуть бути кінетичні, можна додавати медіаекрани, проекції, бінокуляри і тому подібне. І, власне, на даний момент, те, як ми уявляємо собі цю інсталяцію, це такий ряд шарів, кожен з яких репрезентує певний історичний період. Наприклад, зараз тут внизу 41-й рік, згори будуть події, які привели до того, що сьогодні ми Бабин Яр не можемо впізнати. Це засипання його в кінці 50-х і Куренівська трагедія. І є ще ідея того, що по мірі того, як люди подорожують по цій спіралі часу і простору, вони можуть потрапляти на верхній рівень. І сподіваючись, що ця інсталяція може бути десь на території Бабиного Яру, глядачі могли б побачити таку панораму, власне, території. На цьому в мене все. Я дуже дякую за увагу. Ми продовжуємо роботу. В нас буде багато нових цікавих матеріалів. І я вже чекаю наступних змог з вами ними поділитися. Дякую.
Спасибо большое, Максим. Представит Анна Фурман. Пожалуйста, Анна. У проєкті імена ми працюємо з усіма базами даних і в процесі створюємо нову, найбільшу базу зі зв'язками і джерелами. Всього за рік ми знайшли більше, ніж 900 нових імен жертв Бабиного Яру і вперше почали проводити регіональні дослідження по відновленню імен жертв Голокосту в місцях розстрілів в різних регіонах України. На основі документальних свідчень з архівних документів складаються історії загиблих, які будуть використані в експозиції меморіального парку. Ці об'єднані дані потрапляють до архіву фонду, де збираються усі раніше засекречені документи з самих різних місць. Використовується відкрита структура зберігання та інструменти Linked Data, що дозволяє кожному перевірити історію своєї сім'ї, знайти родича через гнучку систему та отримати швидку відповідь на запит. Завдання архіву – зібрати розірвані знання про родину в велику історію покоління через новий користувальницький досвід, софт і консультації, які людина може отримати в процесі роботи з документами. Ми працюємо над оцифруванням не вибірково, а тотально, охоплюючи долі різних людей – євреїв, українців, ромів, тих, чию національність ми не можемо встановити. В цьому році ми плануємо оцифрувати понад ніж 800 тисяч документів і охопити 10 регіонів України. Наша мета на наступні 4 роки – зібрати найбільшу базу документів Голокосту, розширення в інших країнах Європи. Дякую за увагу. Мы сейчас расскажем про проект имена в его физическом воплощении, потому что каждой жертве должен быть поставлен памятник. Про многих жертв мы уже выяснили их имена, мы знаем их, некоторые имена были выяснены давно, многие имена неизвестны, но тем не менее образ, через который можно понять масштаб этой трагедии, образ, который проходит через, может быть, что разными художниками, но тем не менее дает возможность почувствовать. А для чего нужно почувствовать? Для чего испытывать эмоции? Для того, чтобы через эмоцию мы можем предохраниться на самом деле от повторения подобных трагедий. Потому что если ты что-то чувствуешь про самого себя, если ты что-то чувствуешь про других, то в этот момент возникает совершенно другие взаимоотношения с миром. Да? Вот эти отношения с миром, миром внутри себя и миром вокруг себя, с другими людьми, вот для этого, собственно, и делаются такого рода проекты, как, например, данная инсталляция. А теперь я попрошу перейти к следующей части, части архитектуры, и попрошу Ника Акселя рассказать о подходе к архитектуре и о том, как эта часть проекта может осуществляться. Пожалуйста, Ник. Yes. Oh, yeah. Thank you very much. Thank you all to the board and everyone here. I'm very happy to present the work that we've been doing over the past few months with architecture. So last fall, I was invited by the foundation to establish an architectural advisory board comprised of architectural historians, curators, historians, artists, scientists, and more. Some members of the board are here making presentations today that you'll see later. In dialogue with the foundation, we've established a set of architectural principles that should inform and guide the development of the museum to come. Principle number 1 is that the act of building should not disturb the ground. Babin Yar is a site of historical burial with both formal cemeteries and unconsecrated resting places, and for people of all different backgrounds and identities. Places of burial should not be disturbed. This is not just a belief that we hold, but a tradition common to many religious and spiritual practices, including Judaism. Yet architecture requires foundations to build, which means excavating the earth. This poses us with a problem, or maybe even a contradiction. We need to rethink the way that we build. Any building is defined by how it treats the ground. So here in Babin Yar, we need to rethink foundations. We need to rethink what it means to dig the earth and what it means to dig in such a sacred ground as Babin Yar.
Principle number 2. Natural elements present on the site itself should be used as primary building materials. Now, as much as we may try to not disturb the ground of Babyn Yar has already been very disturbed. But we should not repeat the mistakes of history with this project, building over, erasing, and forgetting the past. Instead, we should actually accept what has been done with the site. We should use the materiality of the site and its history as material. We should draw out its story, because what we want is we want visitors to be able to experience its history. We want visitors to touch the past. Principle number 3. A monumental historical form should lead to an immersive experience. The architecture of the museum should resonate with historical forms like the kurgan pictured here. It should be monumental, and it should evoke an ancient presence. It should have a thick threshold that crosses someone into the sublime in a fully immersive experience. Principle number 4, visitors should be able to explore the museum as they want and create a personal narrative. The museum should present itself as a labyrinth, providing visitors with numerous paths. And instead of having it presented to them, visitors should be invited to discover the narrative and to create a personal relationship with that history. Now, those are the 4 principles that we are currently working with. And alongside the development of these, we've engaged a number of dialogues from all over the world in dialogue to see how architecture might respond to the historical task at hand and what is at stake in this project. These conversations have helped us in further developing these principles and to get a better understanding of what should be done. Here, I won't be showing all of the ideas and approaches that we've received, but a few highlights. The architects Jan de Wilder and Inge Vink took particular interest in a building on site in the unfinished and abandoned extension to the psychiatric hospital. They proposed to strategically dismantle this building. Now, not as a way to destroy it, but as a way to use its material, to literally take its bricks and use them as the basis for a new structure, for a new museum. The architect Philippe Ram noted the abundance of life that has grown on the site since the massacre of 1941. And he proposed to think of the site as a whole as a living memorial. He also proposed to further this, to intensify this process of growth through the use of greenhouses to create a Garden of Eden, a paradise where plants can grow and species can be cultivated that would otherwise be impossible to grow in Kiev. The landscape architect Günter Vogt made a number of proposals. I will be presenting one of them here, and you will see a number distributed throughout other presentations, but particularly dealing with the soil. In this proposal, he proposed to use soil from the site and perhaps mixing it with the earth from Jerusalem to create new bricks that can be used in walkways or even structures, almost reviving the history of the brick factory that caused the 1961 mudslide. Lastly, Watson Salambir proposed to re-sacralize the site, firstly by daylighting, by bringing the ancient streams of Babyn Yar back up to the surface. These streams that themselves created the ravine, let us not forget that the ravine is only there because of those streams, but which have for decades been buried underground. Secondly, they looked at how the sacred practices and rituals that used to take place on this site have effectively disappeared since the Nazi massacres. Babyn Yar had long been a place of ceremony, of ritual, and of burial. They proposed to reestablish this ancestral tradition and create a new space of burial, to create new and active cemeteries for the people of Kiev and Ukraine. Now, these are just a few ideas that touch on some of the principles, but I do hope that they can serve as ways forward to think together and to develop them over the next year and the years to come. Thank you very much. Thank you very much, Nick. Спасибо большое, Ник. А теперь я попрошу Анну Камышан рассказать о другой части работы с территорией, территория как о месте памяти. Пожалуйста, Анна.
Спасибо всем. Спасибо, Илья. Я рада сегодня представить то, как мы видим развитие места забвения Бабьего Яра вместо памяти Бабьего Яра. Вы знаете, что в 1941 году Бабий Яр был практически на периферии города, на его окраине, но сегодня это практически центр. Мы сейчас видим то, как изменялся территория Бабьего Яра с тех пор, и сегодня, находясь тут, невозможно понять и почувствовать то, что эти места — это именно то, где произошли массовые расстрелы. Вы знаете, да, что место музея практически очень близко к местам расстрелов. Мы это узнали в этом году более точно. Но сегодня, располагаясь здесь, ничего об этом нам не скажет практически. Невозможно ощутить близость истории. Мы хотим рассказывать на территории историю. И мы предполагаем, что это возможно с помощью специальных методов, о которых я сегодня расскажу. Мы хотим рассматривать место Бабьего Яра как живой архив и смотреть на ее историю с древнейших времен до современности. Изменение почвы и рельефа, его химическое и бактериальное состояние, то, каким образом история растительности развивалась там, и взаимосвязь всех живых элементов в экосистему, это место абсорбировало и растворяло в себе трагическую историю Бабьего Яра и продолжает прорастать там живым памятником людям, которые там погибли. И стали частью этой живой системы, не только в метафорическом смысле, но и в прямом. С помощью специального вида постпроцессуальной археологии и лабораторного анализа из природы и материальных свидетельств возможно вычленять нарратив и говорить об истории Бабьего Яра. И мы надеемся, что вскоре у нас уже готова команда, которая сможет этим заниматься, что вскоре эта история сможет быть рассказана как во внутренних, так и внешних пространствах Бабьего Яра. И одно из предложений, которые нам прислали архитекторы, это расположение кернов из геологических скважин прямо в тех местах, где они были сделаны, для того, чтобы проходить по истории места прямо на местах трагических событий. Другой проект, о котором я сегодня расскажу, который тоже базируется на истории места, это навигация и то, каким образом, какие инструменты могут рассказывать историю Бабьего Яра. Мы видим, что здесь расположены разные исторические слои от древности, да, к современности, и мы предполагаем двигаться в двух направлениях одновременно. Во-первых, это физические носители, всем привычный, а второй — это цифровой вид. В специальных формах такие тотемные знаки, обозначающие то либо иное событие истории Бабьего Яра, будут расположены по территории, и одновременно с этим цифровой формат навигации создаст по всей поверхности Бабьего Яра цифровой ландшафт памяти. С помощью дополненной реальности можно будет персонализированно получить и исследовать информацию, которая невидима глазам. С помощью смартфонов или других устройств можно будет изучать историю места не только снаружи, но и во внутренних пространствах экспозиции. А также можно будет исследовать ее дома, еще до того, как придешь в пространство Бабьего Яра. Таким образом, мы надеемся, что навигация на территории, цифровая на основании дополненной реальности и физическими элементами, эти два инструмента смогут сделать ландшафт Бабьего Яра ландшафтом памяти Бабьего Яра. Спасибо большое. Спасибо большое, Анна. Вот вы видите, как, собственно, и место само тоже может рассказывать историю, продолжение этого, о правде места и о когнитивной карте расскажет Барбара Хольцер. Пожалуйста, Барбара.
Thank you, Ilya. Dear members of the Supervisory Board, dear colleagues, as a team of architects and curators, we've been working for many years on the idea of a cultural memory. I just want to mention a few projects like the Jewish Museum in San Francisco, together with Daniel Liebeskind, or the Military Historic Museum in Dresden, also in close collaboration with Liebeskind, or the concentration camp Memorial Buchenwald in Weimar. The truth of the place, the cognitive map, and the kit of parts are the three major elements of a strategy to curate and interconnect multi-perspective approaches to the Babin Yar Memorial Park, which I will briefly introduce to you here. The truth of the place is the ever-present, powerful subtext. It is, so to say, the hidden script of Babin Yar that concerns the real place with its historic tragedies. First, there is its geographical horizontal dimension of the area, which is ultimately bigger than the actual site. It has become, through memory, collective and practically global. Equally relevant is second, its historical and vertical dimension, which concerns the multiple historical and temporal layers. This dimension connects the past through the present with the future. The unspeakable history of this place will be made visible and tangible again in many ways as the truth of the place. This brings us to the second major element, the cognitive map. The cognitive map describes the method of bringing diverse, multi-perspective, even controversial standpoints together in order to find a common understanding and a common ground for spatial transformations and all future intervention. It integrates a maximal amount of stakeholders like visitors, researchers, institutions, etc., into every phase of the process in order to allow for recognition, identification, and guarantee acceptance and appreciation. The cognitive map is based on the current perception of the place through eyes of history, psychology, philosophy, geography, art, and especially the polyphony of individual memory. It is therefore not a geometric grid, but an overlay of diverse readings, observations, and interpretations of the site, which potentially come together as a whole. The third aspect, the kit of parts or project, is a toolbox of multiple options to transform the common ground findings into spatial and other interventions like architecture, objects, performance, living thing, etc. All interventions are and should be different regarding quality, intensity, approach, method, media, scale, etc. The structure of the kit of parts helps us to understand and translate meaning into form, function, and manifestation. The truth of the place, the cognitive map, and the kit of parts form an open, living, and learning and responsive process. With this method, it is our aim to embrace and curate the future development of all projects of the Babin Yar Memorial Park and to bring the polyphony of perspectives into a holistic idea. Let me briefly mention some criteria for the Babin Yar Memorial Park concept at large and for the singular projects in particular. They all show the flexibility and openness of the method. Modularity, the system can be replaced, upgraded, and enhanced. Extensibility are components that can be extended or reduced at any stage of their development. Scalability, these are modules, they can be enlarged or scaled down at any time. And reconfiguration as components that can be reorganized in order to deliver new meaning. Thank you very much. Спасибо большое, Барбара. А теперь я попрошу Эдриана Гардеры рассказать о принципе станций, о путешествии через
стопы, путешествия через стопы, я имею в виду остановки, путешествия по внешнему и внутреннему пространству Бабьего Яра. Пожалуйста, Эдриан. Thank you, Ilya, and thank you everyone to be to this presentation, to which we are very, very happy to participate. As everyone would have understand by now, the whole project here, and as Nick and Anna and Barbara explained, the goal, I'm trying to change page, but I don't know if I can. Sorry. How can I do that? Yeah, voila. The whole goal, which is ours, is not only to consider a museum or a research center or an intervention on the site, but to intervene and consider the site as a museum and as a center, a place where, still difficult to change pages. Thank you. The site as a whole environment in which to organize a path, a set of journeys and a set of deambulation and discoveries. And this puts us in the perspective of what Nick has explained also in terms of time. If you see, it is a project that is not only happening once, but is happening and unveiling itself through the years. In 2 years, we might have as such numbers of intervention. In 5, we might have another set. And in 10 years, we might even have more. This perspective, next please. Thank you. This perspective allows us to envision the whole site as a museum, and this whole site has different moments, different intervention that could take and use the very tools and toolkits that were explained by Barbara to have different kinds of intervention, just as the one that explained Nick, but also relate to the site and relate to the nature and relate to the environment, as Anna explained before. We worked on words in order to pace and name the different moments of such a journey, such as arriving, entering, marching, stumbling, remembering, and so forth, and take advantage of the very specificities of the topography, the specificities of the sites, of the different events that happened on the site, but also of what exists on the sites as existing monument, existing landscape, existing architecture, or former monuments that could be and should be participating fully to the understanding of the history that unraveled itself on that site. Next, please. Those layers, whether they are the ones of the memorials, whether the ones of the monuments and the ones of the different paths and the historical events, next please, create a different journey that allows the whole site to become a place of understanding, a place of revealing, a place of experiencing, a place of learning, a place of remembering, and a place where the whole site becomes the museum itself. Next, please. And next, please. In this regard, the journey and the whole park can be seen as a set of intervention and as a maze, as a journey, and an incredible variety of paths and journeys throughout the site. Next, please. The different types of intervention can be very, very different, from landscape, path, on-ways, landscaping, taking advantage of the trees and the vegetation, as Anna mentioned, stepping and signifying entrances, signifying passages, way-throughs, framing the neighborhood, framing the space, framing the nature, creating the journeys, as some of the architects that Nick mentioned were suggesting, taking advantage of existing fields and elements of the nature, but also, as Nick mentioned, intervention with very delicate architectures, such as this one of Ruin Ishizawa and Teshima. Next. This idea, please next, brings us the possibility of bringing and playing
on what is indoor and what is outdoor, in the sense that we could bring, through these sets of different interventions and pavilions, we could bring the inside in different spaces, as well as we could bring the outdoor inside different pavilions. In this regard, we're very keen on talking and addressing domestic reconstructions and reconstitutions, and being able to address the past, the memory, and the souvenir of what was the life in such spaces. In this regard, immersive spaces, interactive spaces, but also experiencing spaces such as these ones, where we would actually bring people into an environment, which of course we should, and be careful, be very attentive to bring the content and knowledge, is an opportunity for different installations, but different also visual or light experiences. And also, as Anna mentioned and Maxime developed, the uses of all the 3Ds and immersive technologies and the data that were developed by all the historians and researchers with whom we are collaborating. This idea that there are different moments throughout the park that are opportunities to unravel the content, to understand, but also, sorry, a bit of a fireman here, but also to remember, to pray, and to worship. The education dimension is, of course, extremely important in this regard. And with the same architects or landscape designers that Nick mentioned, such as Vogt, the first approach of what could be those interventions in the landscape, such as a village of children or little sites, have been already started to be addressed and started to be considered. There are very great examples in this regard, such as former Isamu Noguchi intervention and park that were designed back in the 70s, but also of other site, next please, which he designed, where landscape, playground, content, feeling and relating to the land and to the soil in this very important dimension could also be very relevant and bring education and content at the core and at the core of a physical experience. Thank you very much. Спасибо большое, Эдриан. Вот как вы видите, Эдриан и Барбара – это два замечательных музейных дизайнера с как взаимодополняющими, одновременно с этим с разным взглядом, с разных сторон взглядом на то, как можно строить экспозицию, как можно с ней работать. И оба эти взгляда могут найти место в будущем музее и в том основном здании, которое будет построено, и в дополнительных зданиях, которые мы предполагаем, тоже могут возникнуть на территории. Так же, как и работа с детьми, когда слышится словосочетание «игровая площадка», здесь тоже нужно понимать, что мы говорим не про развлекательную вещь, мы говорим про способ, про нахождение языка, когда совсем юным людям можно уже рассказывать, находить форму, в которой они могут понимать о том, что такое человек, что такое хрупкость жизни, что такое любовь, что такое сострадание. А для людей, которые имеют большой опыт, так сказать, посещения разных исторических музеев и музеев Холокоста, я думаю, что будет очень интересно послушать представление Инесс Вайсман о работе с методом документальной архитектуры. Пожалуйста, Инесс. Yes, hello. Yes, I would like to present the method of the documentary architecture. It's actually a center I run called the Center for Documentary Architecture, but I also use it as an academic technique, but it's also a method for collaborative research and exhibition design. And at the heart of that method is the argument that we can study sites, memorial sites, such as Babi Yar, similar to buildings. We can read them as historical nexuses that bring together the history of its design and construction with that of the people that migrated to it and who in different periods
made it their home. Following the premise of the documentary method, buildings and the ground on which they are sometimes stand can be read as a prism through which different histories are entangled and diffracted. Film documentation and the range of state-of-the-art digital documentation techniques can be used to explore the history of the site. A building could reveal not only biographies of architects, inhabitants, and users, but also architectural details and construction materials as a form of memory. We can read the ground or the depth of the walls as made of accumulated material histories in which we can find evidence and clues that we can corroborate with documents, plans, photographs, and witness accounts. As such, the work is as much that of the archaeologist as of the architect. So when we peel away layers of the surface, scratching its paint and study it at microscopic, even molecular scale, we reveal the layers of a fossilized past. And so for the Babi Yar site, this method would allow for a collaborative research to undertake a critical archival survey of the site and to study the transformation with an emphasis on the way in which buildings, roadworks, landscaping, geology have negotiated the open wound of the site. And by exploring new historiographical techniques, new technological and material approaches to history and archaeology, we aim to further the historiography of the Holocaust in particular and genocide studies in general. Thank you very much. Спасибо большое, Инесс. Я хочу отметить, что Инесс болеет сейчас коронавирусом и абсолютно героически, тем не менее, нашла все силы участвовать в нашей презентации. Пожелаем же Инесс скорейшего выздоровления ей, ее семье и ее мужу, тоже выдающемуся архитектору и исследователю криминальных событий Иялю Вайсману, основателю Forensic Architects, который тоже нам оказывал замечательные советы и помогал. И вот то, что вы видели в презентации Максима Рахманики и Мартина Дина, вот в части Максима Рахманики, это во многом основано на принципах документальной архитектуры и форензик архитектуры. А теперь мы перейдем к другой части, очень конкретной части под названием «Коллекция». И коллекция, пожалуйста, Олег Шавенко. Дякую, Ілля. Я буду українською мовою. Вітаю, шановна наглядова рада, шановні колеги. Завданням будь-якої музейної колекції є створення бази для експозиційної, дослідницької та освітньої роботи. Природньо, нашою головною метою є створення найбільшого зібрання матеріалів і артефактів, що присвячені Голокосту в Україні та Голокосту в Східній Європі. Матеріали, з яких вона складається, унікальні, тобто незамінні, що відрізняє її від архіву та бібліотеки. Це оригінали, які передають правду історію через те, що можна відчути на дотик. Ми збираємо очевидні свідчення про події, які відбулись всього 80 років тому. Завдання колекції не просто показати ці події, але й стати їх наочним доказом у боротьбі з запереченням Голокосту. Зараз і далі збір колекції сконцентрований навколо основних тематичних блоків. Довоєнне повсякденне життя євреїв та інших груп населення. Облави, депортації і вбивства європейських євреїв на територіях розстрілів і в гетто Східної Європи. Зародження, зростання і прихід до влади нацизму в Германії та інших країнах. Суд над злочинами нацизму і військовими злочинцями. Тут ви можете побачити кадри з Миколаєва, де також проходив публічний процес на кшталт того, що був у Києві, і який зафільмував, точніше обробив архівні матеріали пан Сергій Лозниця. Способи увічнення пам'яті та пам'яті про Голокост на території, що входили до складу СРСР, та боротьба із політикою забуття. Історія Києва та долі киян та військовополонених в контексті Бабиного Яру. Антисемітизм та інші форми етнічної ненависті. Також погроми на території Східної Європи. Загалом предмети і інші матеріали, що належали тим, хто загинув, вижив, тим, хто боровся за пам'ять, або тим, хто стояв осторонь, всі вони розповідають про історію, досвід, і саме вони складають основу колекції музею. Іншою стороною документування пам'яті є бібліотека.
Вона стане найбільшим зібранням текстів про Голокост в Східній Європі і центром для роботи дослідників і всіх бажаючих з усього світу. У ній у цифровому і фізичному просторі буде реалізований доступ до усіх сучасних дослідницьких баз і медіа-архівів Бабиного Яру і партнерських інституцій. Також бібліотека стане меморіальним зібранням сотень особистих бібліотек, що є доволі особливим. Через приклади бібліотек відомих вчених, діячів культури, дисидентів, так і простих людей ми покажемо, що читали люди цієї епохи. Дякую. Спасибо большое, Олег. Надо сказать, что за год уже сейчас нами собрана такая по полноте коллекция, хотя это самое-самое начало, которая позволяет нам развернуть большую выставку, связанную с темой Холокоста в Восточной Европе, основанную на уникальных материалах и на уникальном способе рассказа, как вы уже поняли. Также мы работаем сейчас над созданием такой мобильной, модульной выставки, которые могли бы разворачиваться в разных странах. А теперь мы перейдем к важнейшей части нашего проекта – образование. И, пожалуйста, руководитель блока образования, профессор Борис Беренфельд. Пожалуйста. Уважаемые члены наблюдательного совета, уважаемые коллеги, сравнительный анализ, проведенный ЮНЕСКО в 135 странах мира, показал, что тема Холокоста нашла свой путь в школьные программы многих стран. В украинской школе Холокосту посвящается 1 академический час из 11 отведенных на Вторую мировую войну. Наша стратегия состоит в том, чтобы вывести тему Холокоста за периметр 45 минут классного времени. Использовать все формы факультативной и внеклассной работы, чтобы вовлечь школьников в сетевую проектно-исследовательскую деятельность в онлайн-сообществе, которое станет частью образовательной экосистемы мемориала. Обучение по нашей модели будет происходить в виде исследовательского взаимодействия школьников, участвующих в сетевых краудсорсинговых проектах, относящихся к истории Холокоста в Украине. Для реализации этих проектов мы создали интернет-платформу «Коллективная карта памяти». Она проходит сейчас испытания в 18 школах Украины. Эта платформа обеспечивает сбор, хранение и географическую визуализацию исторических данных, имеет развитую инфраструктуру для их анализа. В отличие от традиционного краудсорсинга, в наших проектах школьники не просто снабжают центральную базу данных своими вкладами, а они снабжают каждый вклад обширной сетью метаданных, каждый из которых является как бы предметом мини-исторического анализа. В результате мы можем фильтровать вклады по множественным критериям, выявлять кластеры однотипных данных и проверять определенные исторические гипотезы. Выполняя такие проекты, школьники учатся думать и действовать как историки. И начинают воспринимать историческое знание не как параграф из учебника, а как результат совместной исследовательской деятельности. Позвольте проиллюстрировать это 2 примерами. Первый называется «Красные точки памяти времен войны и Холокоста». Здесь школьники – наследники памяти. Они интервьюируют несколько поколений своих семей в поисках сохранившихся воспоминаний Второй мировой войны и Холокоста. Записывают видео наиболее сильных воспоминаний, снабжают их метаданными о времени, месте и обстоятельстве событий, их участниках и так далее. И с помощью мобильных устройств загружают свои видео, транскрипты интервью и метаданные на коллективную карту памяти. Здесь эти воспоминания доступны поиску и фильтрации по многим критериям и становятся таким образом объектом исторического анализа. Второй проект называется «Красные точки памятники». Мы его выполняем вместе с коллегами из Института истории Холокоста Восточной Европы, которые собрали предварительные данные об 1000 примерно
памятниках жертвам Холокоста на территории Украины. К сожалению, состояние и точное расположение этих памятников, а также обстоятельства трагических событий и имена погибших, как правило, малоизучены или неизвестны. Памятники, о которых пока нет верифицированной информации, наносятся на коллективную карту нашей платформы в виде серых точек. При нажатии на них появляются карточки с той минимальной информацией, которая доступна сейчас. Но местные школы, работая с краеведами, исследуют историю захоронений. И по мере того, как они загружают полученные данные на коллективную карту памяти, серые точки превращаются в красные, символизируя, что в описании памятника появились его GPS-координаты, фотографии, план местности, воспоминания о местных жителях об обстоятельствах трагедии, имена убитых, копии релевантных документов из домашних архивов или местных музеев. Вот только 2 памятника из предположительно 3000, разбросанных по всем 27 регионам Украины. Вот памятный знак на месте расстрела 200 еврейских инженеров, мобилизованных на строительство ставки Гитлера под Винницей. А здесь памятник, поставленный недалеко от древнего Острога, где были зверски убиты 2500 юношей и девушек. Для реализации исследовательского подхода необходимо дать школьникам доступ к первоисточникам, инструменты исторического анализа вроде нашей платформы и превратить классы в аутентичные исторические лаборатории. Аутентичность, настоящесть вызывает доверие, стимулирует интерес к науке. Выпускники математических школ любят и знают математику, потому что в школе они занимались решением настоящих задач под руководством ученых-математиков. Поддерживать в школе аутентичные исследования в области истории Холокоста очень непросто. Станиславский однажды заметил, что для детей надо играть совершенно так же, как для взрослых, но только лучше и чище. Это в большей степени касается попыток вовлечения школьников в аутентичную исследовательскую деятельность. Но если это нам удастся, то, возможно, мы научим школьников задавать вопросы прошлому из настоящего и поможем им возвести крохотные мемориалы Холокосту в своих умах и сердцах. И в этом мы видим нашу задачу. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Сейчас мы перейдем к проекту, который прокладывает в буквальном смысле мост между прошлым и настоящим и говорит о настоящем и прошлом одновременно. Это медиапроект Яр Медиа, и представит его Ксения Марченко. Пожалуйста, Ксения. Прокладає мости між минулим, сучасним, майбутнім, я сподіваюся. Всі проекти, про які ми говоримо, це проекти тонкі, глибокі, дослідницькі, про них можна говорити не лише під час коротких презентацій. І велике запитання для нас усіх, як зрозуміти, як зробити ці проекти зрозумілими, впізнаваними, захоплюючими для людей, які цікавляться трошки, а можливо не цікавляться, а можливо дуже хочуть зрозуміти тенденції, тему Голокосту глибше і історію Бабиного Яру. І для цього ми почали думати про медіапроект Яр, такий інтерактивний інформаційний простір, який так чи інакше відрізняється від медіа і стане, я сподіваюся, відомим серед спеціалістів різних спрямувань і зробить доступним тему Голокосту і Бабиного Яру для широкого кола в Україні та за її межами. Я зараз пропоную подивитись коротке відео.
Яр – це медіапроєкт, на основі якого й сильні візуальні історії, очевидно, в наш час на актуальні теми, і дуже широко про Голокост, і точково про Бабин Яр. Це також такий відеодокумент перетворення самого місця Бабиного Яру із місця забуття в місце живої пам'яті, очима і редакційної команди нашої, і також поглядами жителів міста і країни. Поясню, як. Це відбуватиметься через користувацьку можливість стати учасником створення проєкту, в основі якого є дія. Це не лише споживання контенту, те, що притаманне більшою мірою для інформаційного проєкту онлайнового, офлайнового. Наші історії торкаються питань, які турбують людину, і ці питання перетинаються з цінностями меморіалу. Це прийняття себе та іншого, це гуманізація, дегуманізація, це зламу минулого і сучасного, і акцентуючи на значенні науки, культури, традицій у формуванні широкого погляду на процес цієї живої пам'яті, як ми пам'ятаємо, що ми пам'ятаємо, чому ми пам'ятаємо. Ми говоримо доступно про складне для аудиторії від 16 років. Це швидше за все ті люди, хто, можливо, вже не усвідомлює значення подій минулого, але відчуває їх наслідки і хоче в них розібратися. Старші люди, я дуже сподіваюся, зацікавляться і захопляться візуальним форматом та користувацьким шляхом подачі складних тем. І найважливіше розуміти, що медіапроєкт, сучасний медіапроєкт – це не лише інформаційна платформа, це така можливість об'єднувати людей і створювати генерацію нових людей нового часу, активних, терпимих, уважних, емпатійних до людини, природи, історії, різного типу інакшості. Яр, в свою чергу, актуалізує історію та історизує сучасність, синтезує науку та журналістику в різних аудіовізуальних і графічних форматах, тримається критичного, що важливо, та дослідницького підходу в розробці тем, балансує в поглядах, моніторить тематику інклюзивності та ксенофобії, і таким чином об'єднує принципи журналістики, документалістики, цінностей фонду, а також науки. І таким чином ми створюємо можливість для аудиторії встановлювати зв'язки один з одним на основі спільних зрозумілих цінностей. Медіапроєкт Яр, безумовно, значно ширший, ніж інформаційне медіа, і ми прагнемо працювати в експертних командах, які складаються з міждисциплінарних представників різних сфер. І хотілося б презентувати наші проєкти на нових комунікаційних майданчиках, окрім зрозумілих онлайнових медійних платформ, також під час конференцій, виставок, фестивалей, тією медіамовою, яку ми розроблятимемо найближчим часом. Такі наші амбіції. Сподіваємося, вдасться. Спасибо, Ксения. Как вы поняли, что у нас очень много разных точек зрения с разных сторон. Я говорил изначально, что этот проект полифонический. Мы подробно рассказывали о способе работы с историей, с историческим знанием, с конкретными фактами трагедии Холокоста и в Бабьем Яру, и в Украине, и в Восточной Европе. Но также мы, так сказать, мы хотим сейчас показать другую точку зрения, точнее говоря, более общий взгляд, как можно смотреть на эту трагедию, исходя из всей истории, так сказать, человечества и истории Вселенной, даже не боюсь этого слова употребить здесь. И об этом, о большой картине нам расскажет Трой Конрад Терин. Пожалуйста, Трой. Thank you, Ilya. When we find alien life, we will judge them by how they treat their dead. They will do the same to us. How we bury our dead reflects what we think about life. Homo sapiens sapiens have ritualized burial for at least 100,000 years. Recent findings show much earlier hominids, like Homo naledi, did the same, piling up their dead kilometers underground in complex cave systems. They recognized already 300,000 years ago a reflexive logic. We bury our dead in sacred places, and where we bury our dead becomes sacred.
Our Neanderthal ancestors already began to manage this relationship with complex cave architectures 200,000 years ago. We brought this technology with us when we turned caves inside out and began to align stones with stars. The same alignments of the oldest and most humble are found much later in the most advanced. This is how sacred architecture marries microcosm and macrocosm across time. Why? Well, for one, because it seems to affect us. After conquering Egypt, Napoleon arranged to spend a night in the Great Pyramid. Afterwards, when asked about it, he apparently said, "You wouldn't believe me if I told you." The more we study the brain under altered states of consciousness, the more we understand the sophisticated science of sacred structures. Scientists are now finding the frequencies that affect and the evidence that we've been experimenting with them for tens of thousands of years. And it continues. The Grand Arch of Paris of the late 20th century points to the rising star of the city's patron goddess and her birthplace on Earth at the Egyptian temple in Dendera. Architecting the relationship of sacred sites is as important as the design of the sites themselves. We see this at Stonehenge, where the same patterns in the landscape repeat at the scale of the structure. Marrying the dance of sun, moon, and stars with the earth turns our tombs into wombs, machines for birthing the dead into the afterlife. These patterns also seem to organize our most holy cities, like Jerusalem. Here, at its two focal points, are the most sacred stones in Judaism and Christianity, the Rock of Foundation and Golgotha. Likely built on the foundations of a Roman pagan temple, the axis of the Muslim holy sites on the Temple Mount today point towards Mecca. The western wall of the Temple Mount is the city's megalithic remnant. Continuing it northwards reveals something remarkable. Of the near infinite places it could intersect, it points right to Babin Yar. Babin Yar is also at a significant latitude, the place where stone circles like Stonehenge seem to be clustered all over the earth, where the ideal spherical earth meets the imperfect real earth. The area was also home to an outpost of perhaps our oldest civilization, the 25,000-year-old settlement. The same culture was responsible for our oldest astronomically aligned stone sanctuary, Kamyana Mohyla in southern Ukraine. It is known by some as the Stone Library due to the vast carvings found in the over 40 caves on the site, possibly our oldest texts. This was the centerpiece of a culture that left sophisticated burial mounds across Eurasia. These were people that knew how to treat their dead. And they likely did it 10,000 years before similar technology, complete with all the celestial alignments, was used in North America. Forging the complex marriage between earth and sky seems to be just what humans do to care for our dead. Cutting into the Ukrainian mounds reveals a multi-level architecture. Not unlike their American counterparts, these were sites of mass burials of not just humans. In the Ukrainian context, timber cremation tombs over serpentine pits were covered in river silt, then topsoil and capped with statues. The same diagram seems to have played out unwittingly at Babin Yar. This is the circular logic that just seems to happen at holy places. So let's not forget that sacred comes from the Latin sacere, which means worthy of sacrifice. The sacred is not simply the holy, it marries the unholy and the taboo. Holocaust, mudslide, environmental neglect. Seemingly haunted places can be turned into holy ones, if only we are willing to transcend taboo. This may sound like ancient history, but the need and thirst for the sacred always surges in times of urgency and emergency and existential uncertainty. This is already evident in the magical bias of pop culture and high culture. The most popular Guggenheim exhibition ever was a 2019 installation of a little-known Swedish mystic who channeled altarpieces. As if she conjured Frank Lloyd Wright's building itself, she painted them for a temple of spirit not yet built, only to be shown a century later. As Eleanor Hartley put it in a review, times of upheaval inspire a search for alternative understandings of reality. So this is what I would argue. Pilgrimage will be the new museum tourism. People want to and need to feel something, not just see something. We need new rituals as much as we need new sacred spaces for them. Thank you. Спасибо большое, Трой. У нас осталось еще совсем немного
до конца нашей презентации, буквально несколько еще элементов. Над нашим проектом работают, над участием в проекте работают, разрабатывают свои идеи ряд выдающихся современных художников, предлагающих свои инсталляции, свои проекты, которые могли бы разместиться как в музее, так и на территории. И сейчас я представлю одного из выдающихся современных художников, Марину Абрамович, которая скажет несколько слов о своем отношении участия к проекту. Holocaust Memory Center, Babi Yar, is the project that is so important in our time right now. Young generation lost the contact with memory of the past. Young generation don't have any more that recollection like my generation. We have to think about the project, in my case, which is to deal with performative elements. I want the public to interact. I want the public to have emotions. I want the young generation to actually connect and reconnect with the past and see it, and experience not just past, but also the future. Марина работает над одновременно несколькими проектами. Один из них – это проект, связанный с пользовательским опытом, Visitor Journey. Другой из них – это кристальная стена с кристаллами, по которым течет вода, как плачущая стена, и целый ряд других проектов. Собственно, в чем смысл такого рода проектов? Как бы не имеющих прямого отношения к истории музея Холокоста. Смысл в том, чтобы генерировать потоки людей, которые интересуются теми или другими направлениями современного искусства, например, и не знают про Холокост. Но входя через этот поток, они неизбежно столкнутся с историей, трагической историей, которую мы хотим рассказать, и смогут ее лучше почувствовать. А теперь мы перейдем к другой важной части, связанной с психологией и психиатрией. Это Центр по изучению агрессии и посттравматических ментального здоровья, да, после исследования травмы. И об этом нам расскажет Вячеслав Данилович Мишиев, профессор, доктор наук. А вначале покажем небольшой ролик проекта, который мы делали совместно с Михаилом Зыгорем, интерактивный дневник, где вы увидите о том, что вопросы, которые люди задавались в 1941, в 1942 году, и ответы, которые они на эти вопросы отвечали, решения, которые они принимали, это очень простые решения, которые, как и эти вопросы, также знакомы любому человеку, живущему на сегодняшний день. Пожалуйста, видео.
Да, пожалуйста, Вячеслав. Добрый вечер, уважаемый Илья. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Расстрел 1941 года пациентов Павловской больницы является важной составляющей трагических событий Бабьего Яра. Уничтожение евреев, цыган, славян, красноармейцев, психически больных. Суть фашистской идеологии о недочеловеках и господствующей расе. О зверствах Бабьего Яра, как и обо всех преступлениях против человечности, особенно в периоды войн и этнических конфликтов, сказано множество слов осуждений, создана масса художественных трагических произведений, даны справедливые юридические оценки. Но природа агрессии, человеконенавистничества, склонности к уничтожению себе подобных с медицинской, с биологической точки зрения остается малоизученной. Что заставляет добропорядочного человека, любящего отца семейства, предавать, подлечить, лишать жизни себе подобных? Объяснение типа стремления к жажде, неуверенность, страх не раскрывают полностью природы этого наиважнейшего для человечества явления. Научные факты о задействованности отдельных структур головного мозга, как то миндалевидное тело, гипоталамус, в организации реакции враждебности, а также общепринятые представления о роли социокультуральных факторов в ее оформлении не объясняют механизмов формирования агрессии. И самое главное, возможность ее профилактики и контроля. Мне кажется, создание в рамках проекта «Бабий Яр» на базе именно Киевской психиатрической больницы, месте апофеозе боли и страха, научно-практического, международного, биопсихосоциального медико-психиатрического центра по изучению природы человеческой агрессии, наверняка первого и единственного в Восточной Европе, могло бы хотя бы частично решить проблему насилия в современном мире. Безусловно, для этого потребуется кооперация со всеми ведущими мировыми специалистами в этой области и соответствующее самое передовое аппаратное и лабораторное оснащение. Очень важно подчеркнуть, что данный центр ни в коей мере не должен ставить перед собой исключительно научные задачи. Крайне важно прикладное значение этой работы. Крайне важен ответ на вопрос, что психологи биологической точки зрения, человеческой точки зрения нужно сделать для того, чтобы избежать подобных трагедий в будущем. Понимание механизмов агрессии и пути ее профилактики в центре Холокоста, где боль и зверство насилия не умозрительный, не экспериментальный характер, вместе тысячи свидетельств зверств, смею предположить, несут заметный вклад в профилактику преступлений против человечности в будущем. В повседневной деятельности этот центр мог бы взять на себя работу с лицами с посттравматическими стрессовыми расстройствами самого различного генеза. И это, прежде всего, работа с участниками АТО, операции Объединенных сил на востоке Украины, жертвами домашнего насилия, с другими носителями психологической боли вследствие стрессов. При этом мы считаем, что у Киевской психиатрической больницы есть все возможности предоставления всего современного арсенала психолого-психотерапевтической помощи данной группе лиц. Подтверждением важности создания такого центра является и факт носительства современным постсоветским человеком массы психологических комплексов. У каждого народа есть свои предметы стыда, есть свои скелеты в шкафу. Постсоветские государства и население стали заложниками быстро меняющейся идеологии, быстрой кардинальной смены общественных ценностей от поколения к поколению, опоры государственного управления на умозрительные партийные принципы. На практике это приводит к тому, что вчерашний героизм, вчерашние предметы гордости сегодня осуждаются как преступные, ложные. Сегодняшние лозунги одной части населения враждебно оцениваются другой частью. Все это приводит к напряжению и конфликтам в обществе, делают жизнь отдельного человека трудной, безрадостной. Большинству приходится скрывать или переделать свою личную историю и историю своей родительской семьи. И я думаю, что это проблема не только у людей среднего и старшего поколения, которая, дескать, уйдет вместе с настоящим старшим поколением.
Это и проблема современных молодых людей в их ближайшем завтра, когда сегодняшние молодые люди обрастут грузом положения, ответственности в обществе, исчезнет беспечность, и с архетипической калейдоскопичностью снова и снова будет вставать дилемма, говорить ли правду о поступках своих предков и себя самого вчерашнего, и испытывать при этом неизменный страх за их сегодняшнюю интерпретацию, либо меняться в соответствии, опять-таки, быстро меняющимся требованиям времени, придавая дополнительный импульс лжи и лицемерия в обществе. По отношению к человеку нравственный груз вечного чувства вины несправедлив. Таким образом, предлагаемый центр мог бы стать важным медицинским, реабилитационным и методологическим органом в решении данных проблем. Спасибо за внимание. Спасибо за такой подробный, развернутый рассказ, Вячеслав. Теперь последних два небольших, но очень важных эпизода или направления, точнее, это единое направление, о которых расскажет Роберт Ян ван Пельт. Он расскажет о пространстве во времени в иудаизме. Пожалуйста, Роберт Ян. Hello, thank you, Ilya. And yes, hello, I'm speaking from Toronto. I just got an email just before this meeting started from one of the people organizing this event, and she said, "Just speak from the heart." So I just would like to say something from the heart right now. There aren't any big organization and any big undertaking. There are, of course, people who in some way need to drive the project forwards. And it's like in a car, you need an accelerator. Without an accelerator, you're not going to go anywhere. Then, of course, there are also people who will function as a brake. And certainly in the case of any project that is going to be realized in a big city, it will be the city authorities, it will be also the availability of resources and so on, and maybe even some of the decisions by the board. But then in an older kind of car, the car that I still drive, a 2000 BMW, you also have a clutch. And the clutch is quite often an underappreciated tool, because what the clutch has to do is to in some way allow one universe, one gear to communicate to a next one, to in some way even the second into the third gear. And I see my role very much as that of a clutch. Now, which are the two gears that need to be connected? The first gear, of course, is the gear we're all involved with, which is the site of Babi Yar, the event as we understand it in history as we historians describe it, and I'm a historian of the Holocaust, a history that describes this event as being located, the first major event at Babi Yar, the 29th and the 30th of September 1941. But there's also this other universe, and this other universe has been largely absent in our discussion today. And that, of course, is the universe that was destroyed, the Jewish universe, a Jewish world which in many ways overlaps with our world, but also has some important distinctions exactly and especially in the traditional Jewish culture that was erased by the Nazis. For example, when we talk about September 29th of 1941, we have to remember that it was actually the 8th day of the year 5702, which had begun at 6:31 p.m. on September 21. And that by the September 30th, the evening of September 30th, at 6:15 p.m., when most of the 33,000 Jews had been murdered in the site, that was the beginning of Yom Kippur. And that those people who had been murdered had 9 days before, had wished each other a sweet year, Lashana Tova, had been casting off their sins at the banks of the river Dnieper in the days that were separated, had been visiting neighbors and friends and family members and even rivals to ask for forgiveness for wrongs done in the year 5701. So this was a Jewish context of the catastrophe that is Babi Yar. And so what I tried to do in the architectural board in some way to restore some of the Jewish dimension
of what happened in 1941 in the year 5002, but also some of the Jewish dimensions today. And I've done that with an artist. We have been working on a book that was triggered by this project. It is going to be called How Beautiful Are Your Tents, O Jacob? And it is a book basically that tries through the images created by Mark Potwell, a New York-based artist who some of you will know because of his work in the New York Times, in the op-ed page of the New York Times, but also because of his Jewish art, which I'm showing here, and accompanying text by myself to in some way trace that universe that the Nazis tried to destroy. And so it's very important to remember that that before the Holocaust, in many Jewish cities and towns and shtetls all over Europe, there was a second calendar, the Jewish calendar. And the Jewish calendar and the Christian calendar were not perfectly coordinated. That in fact, there was friction between those two calendars, but also opportunity. That, for example, what would happen, that a Jewish doctor would be able to work on Christmas because Christmas was not the Jewish doctor's holiday, so that non-Jewish boys would be able to help out on Shabbat, as so-called Shabbos goys, because Jewish boys would not be able to do that on that day. So it is important to in some way restore the Jewish temporality into our project, because in some way, temporality is for Jews more important than space. We are struggling with an enormous space, but ultimately, the Jewish tradition, in fact, thinks that time is more important than space. At the beginning of the Bible, right in Genesis 1, the only thing that is actually called holy is the Shabbat. It's a day. It's not a place. The next slide, please. So, this also then in some way becomes very clear when we see here two Torah scrolls, a big one and a small one. The whole idea that what ultimately God promised to Abraham was not really a place, but a people that was going to be expressed in a sequence of generations in which the older generations passes on its wisdom to the younger generation. And again, it is important to know that the Jewish emphasis of what this world is about is Ledor Vador, from generation to generation. It is a people in time and not in space. And this, of course, then also points out the singular catastrophe of the Holocaust, that is that the Nazis tried to break the sequence of generations and in that sense tried to annul God's promise to Abraham. The next slide, please. So when we start looking then at this in some way, the suppression of the sanctity of space and the promulgation of the sanctity of time, it's also important to know then that in fact, there are no sacred spaces in Judaism. The synagogue is not a sacred space. And that when we use the word synagogue, assembly, or shul, the Yiddish word for synagogue, which means school, this is very clear. And of course, the use of the word temple by the Reform movement in that sense is actually a misuse of a religious concept for what is essentially a secular space. And all in the suppression of space also comes a suppression of articulation in space. A synagogue is a very egalitarian space. All men in Orthodox synagogues and men and women also in the conservative and the progressive movement are equal, and in some way are even equal to God. There's a strange kind of intimacy with God in the synagogue, who's more like a neighbor than a king, a tenderness in the relationship between Jews and their God that is unique. And again, that is not understandable when one thinks in the traditional distinction between God, priests, saints, Mary, Jesus, and ordinary humans you have in the Christian tradition. The next slide. And all of this really came to a most profound kind of embodiment in Eastern European Jewry, in the Jewry that evolved in the Pale of Settlement of the Tsarist Empire. If there is indeed a Jewish exceptionalism in the history of humankind, which is that exceptionalism that in some way emphasizes the importance of
time over space, that emphasizes the egalitarianism that comes out of it, that emphasizes also the importance of this completely different calendar from the Christian one, then in some way the place where the golden age of this Judaism unfolded was the Pale of Settlement, and in particular the traditional area of the Ukraine. And so it is in that spirit then that I would like to give the stage to my friend Manuel Hertz. Да, Мануэль, пожалуйста. Мануэль Hertz, архитектор. Thank you, Ilya, and thank you, Robert Jan, for these beautiful thoughts on the theme of time and space in Judaism. To give you a glimpse of previous work in Mainz, it was my aim to create a synagogue that is truly public, that is open to the whole population of Mainz. Mainz, Magenza, which is maybe one of the most important cities in the history of Judaism in Europe. But more importantly, it was this topic of the relationship between space and Judaism that Robert Jan spoke about that drove the design of the synagogue. My response was the theme of writing. We have, for example, religious poetry, so-called piyutim, that were written in Mainz 1,000 years ago on the interior walls of the synagogue. It becomes a building where this creative power of the diaspora is celebrated and linked back to the contemporary city. But back to Babin Yar. One of the first steps will be to establish a new synagogue, and I'm extremely honored to be its architect. Just to orient yourself, we have a specific site that is located next to the Menorah Square, close to the central part of Babin Yar. If we conceptualize the synagogue in its purest essence, we can consider it as a book. During religious service, a congregation, the minyan, comes together to collectively read a book, the Siddur, or of course the Bible. This shared reading of the book opens a world of morals, a world of wisdom, a world of history and of anecdotes to the congregation. And it is this notion that informs the design of the new synagogue. I took this idea and combined it with a very different type of book, something that is quite playful, which is the pop-up book. The pop-up book is this magic book in a way that unfolds into 3 dimensions. From the flat object of a book, when we open it, new worlds unfold that we could not have imagined before. I believe few can resist the temptation of opening up these books of wonders and explore them. This quality of a wonder and a new universe that unfolds is exactly what I wanted to create in the location of Babin Yar. The site is located just behind the Menorah Square within the trees. The building sits on a wooden platform. When closed, the building is a flat vertical structure that is manually opened and then unfolds into the 3-dimensional space of the synagogue. The opening process is a collective ritual performed by the congregation as a manual and physical task. The building will be constructed almost exclusively out of wood. The wood will be sourced from old oak, coming from all parts of Ukraine. This will make sure that the building will have a unifying quality down to the very material used in its construction. The wood is more than 100 years old. It will therefore connect the time before the massacre to the contemporary era. The interior walls are decorated with prayers and blessings, celebrating reawakening. We will have the main prayers such as the Shema Israel or the Kaddish on the walls, but maybe more surprisingly, we will have other blessings such as the blessing for turning a nightmare into a good dream and a special ceiling. Of course, these images are just previews and sketches for a final design. The blessings for turning a nightmare into a good dream was actually a blessing that was written on the walls of the historic synagogue of Gwoździec. We found that it is a perfect theme for the new synagogue. Here we see how the synagogue opens and how the space itself is unfolding. Subsequently, the bima, which is the reading platform in the center, and the benches and the women's balcony is unfolding into this new universe that has opened by reading the book together. The ceiling is painted with a myriad of symbols and iconography referencing the interior of the historic synagogues of Ukraine from the 17th and 18th century that have since been destroyed, celebrating a colorful universe that will become visible above the heads of the visitors to the synagogue, so that a visit to the synagogue will be a moment of awe, a moment of wonder, and maybe even rejoice.
Just to mark where we are in the process, we have completed all the construction drawings. Construction should start any day, and we hope to complete within a few weeks. I believe that the dynamic quality of the building is very important, not only because it is a new ritual and a collective process, but also because it has a subtlety. It does not impose itself on the territory. In a way, it has a very tender approach to the ground, this ground which is almost sacred. I will finish with this image showing in an evening setting the menorah in the foreground and the synagogue in between the trees with a warm, colorful light lighting up the area, celebrating a rebirth of living Jewry on the site today. Thank you. Спасибо большое, Мануэль. Это, собственно, был последняя часть презентации, и я очень благодарен всем членам наблюдательного совета за терпение и за время, которое вы потратили на нашу такую, в общем, длинную, очень сложную презентацию, потому что полифония, многоголосие, разные голоса, разные проекты. Это сложно, так сказать, одновременно воспринимать, наверное, но тем не менее мы постарались показать вот как бы масштаб и разнообразие того, как мы подходим и к реализации будущего проекта через действия, и в частности вот проект синагоги, выдающийся архитектор Мануэля Херца. Это тоже большая для нас радость, что такой проект может осуществляться и как бы таким образом давать развитие всему проекту. Большая часть проектов будущего года – это проекты, которые основаны и исходят из тех проектов, которые вы видели внутри этой презентации. Это и синагога, которую вы только что видели, архитектурные проекты, связанные с разработкой основного здания и других дополнительных зданий, проекты на территории, включая ландшафтную архитектуру, проекты, связанные с мобильными и другими выставками, с выставкой к 80-летию, проекты «Имена», у которого есть целый, еще большие перспективы для развития. Это создание центра посттравматического здоровья, как бы оздоровления, психологического центра. Это проект коллекции и целый ряд проектов, связанных с 3D-моделями, проекты, связанные с фильмами, которые представлял Сергей Лазница, проекты, связанные с изданием книг и фотоархивов, онлайн-проект «Медиа», который вам был представлен, проекты, связанные с разговором, это тоже связано с современным диалогом с жителями современной Украины, онлайн-проект, проект онлайн-музея, который позволяет, вне зависимости от нахождения и ситуации с коронавирусом или, не дай бог, другими болезнями или обстоятельствами, знать, что происходит, связанным с нашим музеем. Проект цифровой библиотеки, проект библиотеки и нецифровой, проект «Соседи», и целый ряд еще других проектов, которых, собственно говоря, которые, ну вот в основном, основные все проекты вы видели внутри концепта, и в зависимости от вашего мнения, от вашей реакции, мы будем понимать, можем ли мы двигаться так же, двигаться через действия, осуществляя, развивая одновременно разные проекты и концентрируя, конечно же, вокруг самой трагедии Бабьего Яра и способа рассказа об этой трагедии. Спасибо всем большое за внимание. Натан, вы на мьюте. Вы меня слышите сейчас, да? Да. Илья, большое спасибо и вам, и всему коллективу, и Максу, и Руслану, и всем нашим профессионалам, потому что это, по-моему, это очень впечатляет, это очень интересно, это, безусловно, показывает, насколько этот музей и учебный центр будет и хорошим, и в то же самое время иным, чем многие другие центры Холокоста, и в то же самое время, безусловно, дополняющим тот огромный вакуум, который еще существует во всем исследовании Холокоста. Конечно, никто не может ожидать от нас, членов наблюдательного совета, что мы будем специалистами
одновременно во всех этих направлениях. Я точно не являюсь специалистом во всех направлениях, но тем не менее то, что от нас, как членов наблюдательного совета, требуется на данный момент, это высказать свое мнение или свою поддержку или не поддержку принципу, концепции, тому, что заложено, которую мы слышали. И очень важно для нормальной работы это утверждение тех принципов, тех направлений, которые мы слушали, как направлений работы наших профессионалов в следующем, в 2021 году. Но, то есть, но прежде чем я это должен буду поставить на голосование, естественно, если кто-то из членов наблюдательного совета хочет высказать свое мнение, согласие, несогласие, дополнение, возражения, вопросы, то это тот момент, когда это надо сделать, прежде чем мы перейдем к голосованию. Спасибо, Илья, огромное спасибо. Всем это очень, очень импрессив, и то, что столько молодых лиц и серьезных профессионалов и сразу из 3 или 4 даже поколений заняты этим, это очень впечатляет. Спасибо. Окей, слушайте, ребята, мы просидели 2,5 часа, так что время позднее, поэтому если есть вопросы или возражения, или предложения, это ваша последняя возможность это сейчас сказать, потому что мы обязаны заканчивать. Nathan, okay. I just, because we, most of us had already participated in the discussion, and but for the sake of the official record, I think it's important, once again, what you said, to express really a very high appreciation of the whole team. It's very impressive, all the different aspects of it. It's innovative, but at the same time, I think Michiel said last time, there is emotion. It's very emotional, and we have to keep this. And I know from my previous work in UNESCO on many of these issues, particularly Holocaust, it's not easy to keep the memory, even when there are obvious sites of such memory. So I think it's the team is on the right track. I just want to pick up on one issue that I think German said last time, German Kahn, the coherence of the project, because we were looking at the different aspects, and they're fantastic. Each one of them is really very much into what is needed. And we hope, and I really picked up this as most important, to keep this coherence of the project, that this is really not kind of a, you know, here we have a very modern, innovative approach, and there it's more traditional. I think it's very important now to ensure this coherence, to have this kind of a feeling of understanding, of keeping it in all the diversity of it, but in a coherent manner. I think German Kahn was very right in raising this issue last time when we discussed it. I just wanted to flag this up. Yes, I agree. I was at the discussion, but I do agree that just because there are so many different directions from which our team is approaching this challenge, it's very important that there is some, there's clear that there is some base, some which is, as the Russians said, fundament and надстройка. And so, of course, that is the Museum of Holocaust. That is about our memory. That is about our tragedy. And at the same time, it gives us so many different opportunities to approach this problem. Okay, but yeah, I fully agree with it. It's very important that we coherent. May I say some words? Alexander Yes. Kwasniewski. Yeah. Nathan, Yeah. hello. So first of all, I want to repeat what I said last time when we watched this presentation. This is really great job, and Ilya and the team, congratulations. That is very, very impressive. That is very, very innovative. That is really with high quality. And I think if you are obliged to continue this job, and I think this center can be really something unique. Not a repetition of many Holocaust centers in the world, but something new, which is also not
against this good tradition of Holocaust centers, but will enrich this idea how to show this strategy and how to find the language of the communication with the young generation, because I think that is something what, in my opinion, is very, very promising in your project, that finally we have a chance to speak with new generation. This idea is connected very much with the construction of Ilya's team, because what Nathan mentioned, we have 3 or 4 generations, and that's great, because you can exchange your sensitivity, your visions, etc. And in my opinion, because of this young generation is so much involved, we have a chance that because of you, because of your engagement, we'll find this language of communication, of education, of everything what is necessary to do with the youngest generation. That is difficult task, because 8 years after Babi Yar, it means that, frankly speaking, the witnesses of this tragedy are in the last years, if they exist, they are in the last years of their life. So this is important, that we can create such interesting concept, which will be the place of education for young people and the communication with young people. So to the protocol, I want to say that I support this projects very much. I think is necessary to continue this coherence. That is something very important, what Irina underlined. But maybe at the end of the day, would be necessary to eliminate or to discuss if really it's possible to do everything. But that is not for today. I think all these projects, all these puzzles, I think are okay, and this general picture of the center of Babyn Yar looks very, very impressive and even fascinating. So thank you, congratulations. Nathan, may I have a word? I don't hear you. Натан, вы на мьюте. Сейчас хочет... Да, прошу прощения. Я сказал спасибо господину президенту и попросил Славу, потому что я вижу, что он понимает. First of all, let me thank you for this wonderful and really awesome presentation. I want to say special thank you to all the team in Ukraine, and certainly to Ilya, but also to Max and Ruslan and all other people for working on it, because they are making every day tremendous job, and I'm very much impressed with what I've seen. Also, I want to emphasize just 2 very important moments that I think are present already in this presentation, and which I believe need to be preserved and be integral part of the museum and exposition. First of all, is to make the context of Babi Yar tragedy and generally the whole exposition part of the whole world picture of historical moment. And I think that everything that was said here, partly or to some extent, is already, kind of, so this concept is already on the way, on the go. And I think it's very important that we don't make some special museum, a special event, which is only about this event, but also make sure that this is a part of the whole story. And I like all these concepts, historical concepts, and also psychological things that were told about memory, all these, questionnaires that we've seen. It's very impressive, and I think it should be here. Another thing, as the opposite, is that we make sure that this unique museum, which is going to be situated in the heart of Ukraine, in our capital, will also reflect Ukrainian part of the story, Ukrainian part of the story of Holocaust, Ukrainian part of the story of World War II, and then of the land which we all living in. And I think that combination of these two, of the world context and national context, will create a great success. And certainly, and as an artistic person, I also appreciate the variety of forms. And I think that today's 21st century new contemporary form
the events we're talking about and presentation of it will be very helpful. And I'm not afraid of having, some out of the box solutions in form. I think it will only help to attract different audience. And thank you very much. And I hope we are going to the right direction. Thank you, Slava. Okay, so are there any more remarks from the members of our council? I agree with my predecessors have said. Allow me to stress one point, which was also mentioned. The holograms. I think this is a very important idea because we are at the moment in a situation where many of the witnesses of the time are disappearing. And I think this could be based on the new technology and on the collection of the information, at least an important instrument and symbol for overcoming this challenge that witnesses of the time of this terrible crime are passing away, and there will be a gap. I think this is a very important element in your conception. This should be stressed. Are there any more remarks from the members of our council? If not, then I thank you again, all our team, and I thank you, all of you, for your patience and for your investing your time and attention and knowledge to this project. And I think with every, I hope every year we'll be more and more proud of this unique work which is taking place. And so now I have to bring it to vote. If the members of our Наблюдательный Совет are approving the conceptual approach to this museum and approving that those directions which we were presented will be the directions of the work of our professional team in the year 2021. Those who agree with this, no, we'll say again, those who are against, please raise hand or say that you are against. Those who are abstain, please say or raise your hand that you abstain. And because I don't hear anybody and don't see the raised hands, so I understand that we approve the concept and we approve these directions of the work for the year 2021. Yes? Okay. Thank you everybody. Thank you. Thank you. Okay, and a lot of health to everybody. Take care. Thank you. Thank you. Thank you. Спасибо. Дуже дякую. Спасибо, Дуже до свидания. дякуємо. До свидания. До побачення. До побачення. Thank you.